Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером мы с вами и в понедельник, сегодня 6 октября, хорошенько пошумим. Уже предвкушаю наш сегодняшний шум, потому что вроде как только вчера встречались, да? Что-то ты, Шелест, зачастил, скажете вы. Ну, в любом случае, шума никогда не бывает мало, шума может быть только много, и я считаю, что наш с вами шум, он по-настоящему важен. Важен, потому что это место, где можно высказаться, можно обсудить все, можно понять, что происходит, и попытаться проанализировать. Тем более, что лучшие аналитики — это вы, и наш коллективный шум вершит чудеса. Сегодня не такой объемный, не 3 часа, как вчера, но тем не менее очень детально пройдемся по основным болевым точкам, которые вскрываются. Все новые и новые точки вскрываются этой войны. Надвигается блэкаут. В общем, ожидается достаточно тяжелые времена для Украины, для страны. И в этой войне абсолютное, сумасбродное и такое граничащее с безумием, да, вот поведение элит. Обо всем об этом обязательно поговорим, но традиционно шум — это что? Шум — это общение, поэтому начнем его с игры в города. Правила очень просты. Вы непосредственно пишите, откуда вы смотрите, и я зачитываю, а потом ставите лайк. Договорились? Тем более, что шум ждут, любят и, конечно, в разных точках уважают. Донецк с нами на связи. Привет из Лас-Вегаса от Виктории. Спасибо вам большое. Значит, тогда Самара шумит, Хмельницкий, Нойенхаус шумит, Бердянск, как всегда, смотрит, Краснодар, Белгород, Тбилиси шумит и шумит Кривой Рог, Львив на звездку, Сумщина шумит с вами, спасибо большое, в Пинск, который шумит из Беларуси, тоже большой привет, Запорожье, Новосибирск, Москва, привет из Чехова, Киев тут, шум любим 100%, пишет Михаил, и это прекрасно. Значит, Одесса, Бордо, Франция, село Шум, как обычно, смотрим. Наталья, привет вам отдельный. Шум — это не только там какие-то проекты, не только песня там касты, басты, да, касты, а еще и село ваше, Наталья, поэтому вам привет. Штутгарт шумит, Москва, Брянск, Донецк, Брюссель, Петербург, Боливия с нами, а также Калуга, Харьков, Винница, Воронеж, Донецк, Германия, Каунас, значит, Днепр, Кёльн с вами, Ирпень шумит. И, конечно, привет, Ростов, привет из Ростова-на-Дону, вспоминал касту как раз, да. Значит, Чехия, Батуми, Нагария, Израиль. Крым шумит, блин, Вячеслав говорит, шумит, конечно, Крым. Феодосии бахнули нефтеналивную станцию и, в принципе, атаковали дронами вчера очень потужно вместе с Туапсе, а также Брянской областью, поэтому все очень шумно происходит. И у вас там Магадан, шум в Ульяновске, Батуми, Одесса, мама, Олю Денис на связи. Привет, в Чехию тоже большой, и Кишинев, и Нюрнберг, и Таганрог с нами, и, конечно, Новопокровка, Харьковская область. Вам тоже от шума большой привет. Начнем традиционно с опроса нашего сегодняшнего эфира, и он такой, достаточно важный. Кажется, что вот у Зеленского есть на что-то расчет. Мы проанализируем его речи сегодняшние, свежие, да. Если вчера был полный крах и коллапс, то сегодня нужно было держать лицо. Сегодня же гости. Гости у Зеленского. Гости непростые. С денежкой приехали, пожаловали. Ну, по крайней мере, крутили их на эту денежку. Официально нам пока ничего не сказали, что выделили, хотя уже даже еще не выделили, а уже увеличили расходы на армию на 300 миллиардов. Тут 300 миллиардов не хватает по тем старым расходам, а еще давайте, потому что нам нужно, нам вот сейчас Европа выдаст. В общем, гости из Нидерландов, из, скажем, прибалтийских стран, в общем, много гостей. Сегодня очень хорошая встреча, поэтому сегодня не так упаднически, как вчера в вечернем обращении, но сегодня Зеленский очень много сделал заявлений по оружию и по всему. Немножко поменялась риторика, кстати. Если раньше он говорит, дайте оружие, сейчас говорит, дайте денег. Денег дайте. Не оружие, денег. Так вот, вопрос. В чем стратегия? Что заставит Путина, на ваш взгляд, остановиться? Ну вот что? И варианты. Блэкаут в Москве, уничтожение всех НПЗ, контрнаступ 2 или уже ничего.
Итоги подведем в самом конце, и, в общем, в чате трансляции можно проголосовать. Значит, спасибо большое. Значит, на ваши вопросы ответим обязательно. Вот вижу здесь вопросы непосредственно в конце будет, да, то есть досмотрите до конца и ответим на этот вопрос по поводу там Максима Шевченко, по поводу других людей. Вчера просто 3 часа шумели, а так и не пообщались. Может, сегодня пообщаемся, может, удастся. Чернигов с нами шумит, и Португалия с нами, и Гамноград, да, ну, это так, наверное, Михаил Цыплаков, да, так вот, прикалывается. Любой град, когда в бедности, именно такой. Значит, Юрмала когда-то была столица юмора. Спасибо большое. Что-то часто шум, подозрительно что-то. Ну, вам не нравится? Так давайте шуметь, давайте начинать. И вдруг понравится в процессе. Знаете, как аппетит приходит во время еды. Всем большое спасибо, что уже поставили лайки. Отдельная благодарность за поддержку. QR-код, который на экране. Не знаю, работает сервис, не работает. Многие пишут, один работает, другой не работает. У кого-то нет вот этих функций суперчатов, суперстикеров. Они пишут, друзья, спасибо всем огромное. Мы здесь шумим и будем продолжать это делать. И спасибо, что находите варианты, как этот шум поддержать, чтобы он громче звучал, еще более зычно. Начнем, пожалуй. Я уже, в принципе, обозначил, что сегодня гости были. Но я немного был удивлен. Собственно, ну там из Нидерландов премьер-министр приехал. И знаете, кто о нем рассказывает? Лично темнейший, как это, серый кардинал. Лично рассказывает. Ермак выходит и комментирует. Вот давайте послушаем. Это прям явление Христа народу. Казалось бы, кому еще рассказывать? Все же есть пресс-служба, странички Зеленского, там, перепости. Не, вийшов сам. Сьогодні дуже важливий день. Візит великого друга України, прем'єр-міністра Нідерландів до нашої країни. Країна наш партнер. Значит, сегодня большой день. Большой друг України приїжджає. Нічого собі. Наш союзник, який з першого дня повномасштабної агресії дуже нам допомагає. Багато пакетів допомоги. Сьогодні відбулися дуже важливі перемовини між президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Діком Схофом. Значит, Дик приехал. Схоф. Смотрите, сейчас вот это прям, ну, это классика, да, вот это. Смотрите, очень важная встреча. Слушайте, вообще, это же важно. Ну, так а что важного? Які, я впевнений, нададуть ще більшої динаміки щодо динамики придадут. То есть, Дик приехал, дикой динамики добавить. двосторонніх відносин. Особливо це важливо у цей час, коли сьогодні, мені здається, все більше і більше країн Європи відчувають, що поки цього агресора не зупинити, він сам не зупиниться. Угу. Значит, время сейчас такое, когда много стран Европы чувствуют. Здесь надо добавить, каким местом чувствуют, что если агрессора не остановить, то он не остановится. І саме тому також відбувалися сьогодні перемовини в форматі тет-а-тет між президентом, прем'єр-міністром. Також був розширений формат. Угу. То есть был тет-а-тетик. То есть тет-а-тет. Они встречались и о чем-то таком говорили, чтоб никто не слышал. Встретились тет-а-тет, потом в расширенном формате. Ну так деньги будут, нет? Коли дві делегації змогли обмінятися думками, а також проговорити абсолютно конкретні речі, домовитися про наступні кроки. Договорились о следующих шагах. Ну, то есть смогли договориться о следующих шагах. В принципе, все. То есть, от чего такое вдруг появление? А почему так? Зачем вот такой комментарий? Ну вот где вот это все? Это же Ермак, он же ездил к американцам, вы помните, в Доху там или куда. Ну вот первая встреча, он же там возглавлял группу или не возглавлял, а номинально ставили кого-то, да, например, там Умерова как глава переговорной, а он тоже там был. Что такое? Так о чем с голландцами договорились? Я думаю, что примерно как и с Ингой, с Диком, как с Ингой. Инга Ругинене. Это новый премьер Литвы приехала. Знаете что, вот прям сразу, как только приехала, с порога встречал ее Стефанчук. Смотрите, как он кланяется перед ней, перед Ингой. Инга стоит, честь ей отдают. Очень важная встреча. Очень важная встреча. И прям, ну, я бы сказал, вот как без Литвы, и тем более, ну, она возьми и напиши у себя под этими фотографиями, что
Первая встреча должна быть именно в Украину. Ну, такое паломничество совершила. Это прям гордость она восприняла, что вот первая зарубежная встреча на позиции премьера Литвы именно в Украину. И встречали ее хорошо. Смотрите, Yeah, pleasure. Yeah. какие улыбки, слушайте. Она вот, смотрите, как входит в курс дела, а Зеленский ее вводит, а она входит. Какая-то странная Ругинение приехала, а Зеленский написал, что с ней поговорили обо всем. Ну вот такое ощущение, что они приезжают и выслушивают его. Тот говорит, давайте, давайте, там больше помощи, больше денег, больше... Они вот выслушивают его и переносят куда в клювике? Правильно, к Урсуле. А Урсулы что? Вот ум недоверия. Так всплыл неожиданно. Она аж вышла, бедная, сердится, говорит, все, кто проголосуют за вотум недоверия мне, те агенты Кремля. Стандартная схема, такая украинская до мозга костей. Украинизирует Зеленский Европу. Каждый новый начальник приезжает, потом, недолго пребывая, уматывает со своей должности, но первый-то визит это святое в Украину. Вообще это паломничество мне напоминает вот это Ругинение, вот это, да, Рудинение, она мне напомнила вот эту замечательную девушку. Это фотографии сегодняшние, это Грета Тунберг. Ее, так сказать, депортировали. И вот она, собственно, уже отправляясь в Грецию, вроде как не видно, что расчесанная, открытая область тела. Она говорила, что у нее, в общем, клопы покусали, ее там всячески пытались унижать, флаг израильский готовы были целовать, и вот это 171 человек вместе с ней, в общем-то, уехал. Она успела сделать, когда прибыла в Грецию, ну, в общем, из Израиля в Грецию, она уже там, да, успела сделать даже вот заявление. Говорит, я могла бы очень-очень долго говорить о нашем плохом обращении, издевательствах, заключении, поверьте, но это не та история. Израиль усиливает геноцид и массовое уничтожение геноцидальными намерениями, пытаясь стереть целое население у вас на глазах. Вообще, конечно, вот можно смеяться над Гретой Тунберг, но вот она молодец, боец, прям, представляете, о себе ни слова, ни о каких там тюрьме, надо было долго сидеть на стуле, или как на ровной поверхности плоской. Но это вот такое паломничество, оно вот что-то напоминает, вот какую-то моду вот такую. И естественно, да, моду на газу. Но Трамп намерен эту моду оборвать. На газу. Про Украину позже. В общем, Нобелевская комиссия уже начинает раздавать Нобелевские премии. Первые там пошли лауреаты в области медицины. И к концу недели, этой недели, в общем, будет решено, получит или не получит. Собственно, до конца недели Хамас должен все обговорить, все обсудить, начинает немножко вилять хвостом Нетаньяху, Трамп его осекает, и, в принципе, кажется, что может соскочить. Но соскочит вряд ли, по одной простой причине, потому что уже много таких разведпризнаков, что все там заканчивается, ну или берется очередная там несколько лет или десятилетий, посмотрим, как пойдет, такая пауза, потому что Цахал публикует потери официально, именно вот сегодня, да, то есть у нас получается ровно 2 года, да, то есть с этих событий. Сегодня 6 число, завтра 7 событий, когда напали на фестиваль представители Хамас и устроили там и захват заложников, и убийство, и вот эту всю историю на Ближнем Востоке, которая вот 2 года войны, и вот что опубликовал Цахал. 1152 погибших, 40%, 487, моложе 21 года. 141 погибший старше 40 лет. В 2025 году добавилось 262 погибших. Представляете, за целый год 262 погибших вот этих боевых действий. Более 6,5 тысяч членов семей присоединились к числу скорбящих, включая около 1973 потерявших родителей, 351 вдова, 885 сирот и 3481 брат или сестра.
Я почему вот решил вот привнести сюда эту статистику? Только по одному поводу. Так а что с потерями в Украине? И будет ли у нас хотя бы нечто подобное? Смотрите, можно верить, можно не верить, но вы видите, как скрупулезно подсчитан даже каждый, там, условно, член семьи, каждая вдова, каждый потерявший родителя. Вот какие подходы. Но мы же говорим, мы кричим на каждом углу, давайте как Израиль, давайте как Израиль. Ну так давайте, чего? Слабо вот такую статистику выдать, а не вот эти у нас 38 тысяч потерь или сколько там, 42, и все, да, хотя все понимают, что это бред и вранье, но тем не менее. Ну, в общем, вот такая статистика подъехала, а Газа, собственно, похоже, вот уже пора, в принципе, заканчивать, потому что картинка оттуда в сравнении, ну, тяжелая. Вот этих кадров, которые облетали все эти 2 года, ну, завтра ровно 2 года с момента вторжения Хамас, которому тоже оповито много тайн, много, скажем, недомолвок о том, что знал Нетаньяху, знали в Моссаде, не знали в Моссаде, сами израильтяне уже говорят, хватит 2 года. Выходят на протесты, Трамп публикует, и не только Трамп сейчас уже публикует вот эти все, сейчас или никогда, судя по всему, подошел этот момент, и его уже не упустят. Тем более, конец недели, Нобелевская премия, надо же давать Трампу. А так шансы возрастут, хотя они так достаточно невелики. Так вот, по всему миру за эти 2 года отношение к Израилю очень ухудшилось. Очень ухудшилось. И там же в мае месяце каждый год Евровидение. И вовсю в полный рост, тоже по аналогии, да, там спортсменов российских отстранили от Олимпиады, они там под нейтральным флагом выступают. Кэнселинг российский сейчас что-то подобное пытаются провернуть в теме Израиля. Евровидение для Израиля закрыть. Причем выходит все на очень мощный политический уровень. Это даже Мерц комментирует. Ну, ему больше нечего комментировать, в принципе. Второсортный канцлер, потому что со 2-го раза избрался, это за ним закрепилось. Тема, да, он еще недавно признался в интервью, что он бросил пить с горя. А так как бы подбухивал немножко, да, и как бы жизнь в красках веселее, так сказать, была. Так вот, отстранение Израиля от Евровидения станет скандалом, заявляет канцлер ФРГ Мерц. В этом случае Германия должна тоже отказаться от участия. Я бы это поддержал. Я считаю скандалом сам факт того, что подобное вообще обсуждается. Израиль часть этого сообщества, сказал Мерц в ток-шоу на телеканале АРД. То есть, смотрите, Мерц проявляет солидарную позицию с Израилем. Говорит, слушайте, если все страны европейского вещателя возьмут и, ну, выгонят, да, ну, так, выгонят Израиль, то и Германия должна в знак солидарности сама не выступать там. Германия, которая там является тоже одной из стран-основательниц конкурса, Германия, которая участвует автоматически в этом конкурсе, без всяких там полуфиналов. Понятно, что тема Евровидения кому-то нравится, кому-то не нравится, тем более, что в этом году появилось интервидение, которое все в западном мире вот так вот отвернулись, а те, кто не отвернулся и посмотрел, обхаяли его, да, хотя абсолютно аудитория, ну, по количеству населения была абсолютно другой, гораздо больше и масштабнее. Проводили, собственно, в России этот конкурс и тоже использовали очень крутые спецэффекты, национальные костюмы и песни очень интересные. И победил там вроде как, ну, конкурс за традиционные ценности, но победил там человек, воспевавший из Вьетнама, да, вот однополую любовь. Но не в этом суть. Суть в политике. То есть, как бы в политике Мерц, кажется, как буравчик вкручивается и пикирует все глубже, глубже и глубже. Почему? Потому что, понятно, из-за миграционной политики и других причин моды на поддержку Палестины, этого ужаса, ну, против этого ужаса и геноцида, собственно, его теперь обскакивают. Причем очень круто. Это свежий рейтинг немецких партий. АДГ вырывается вперед. Вот так вот. Вот, пожалуйста, да, то есть вырвались вперед, нарастили, медленно, уверенно
вот эти все коалиция падает, а АДГ растет. И растет ненависть к АДГ. И ситуация политическая у Мерца становится сложнее, сложнее и сложнее. И тут как бы лучше бы промолчать. Но промолчать нельзя. Он же там в кипу напялил и плакал по поводу там сионизма, как его преследуют и как, собственно, ну вот, да, антисемиты себя ведут, и опять это возрождается в Германии. Такими слезами плакал. Недавно было видео. Поэтому вроде как надо гнать и гнуть свою линию, но Мерц это только топит. А АДГ только становится сильнее. И так во многих местах Европы. Сегодня поздравил, да, непосредственно Петр Павел победителя парламентских выборов. Там начинается свой процесс. Посмотрим, как будет. Будет ли так, как в Нидерландах, да, гость важный и в большой день прибывший оттуда сегодня в Украину. Там же вроде победили нормальные такие, да, то есть с нормальными лозунгами. Ну, так все обставили, что опа, их в сторону. И у руля остались все те же. Ну, многие, по крайней мере, в Чехии так предсказывают. Франция вообще катастрофа там. Вообще катастрофа во Франции. Значит, Макрон теперь хромая утка. Его так официально окрестили в топовых СМИ. Значит, премьер Себастьян Лекарню ушел в отставку спустя всего 27 дней у власти. Это уже 5-й глава правительства при Макроне с 22 года. 5-й! Это прям премьеропад во Франции. И Макрон ничего не может сделать. Причем Таймс пишет, Макрон хромая утка, дотягивающая до 27-го, имеется в виду до своих следующих выборов. Телеграф, провал реформ и тупик с президентом. Блумберг, хромой утки, он из хромой утки превращается в сидячую утку, то есть становится легкой добычей для своих оппонентов. Скорость падения кабинетов просто бьет все рекорды. Макрон рискует остаться просто символом политического кризиса во Франции. И как на сидячую утку набрасываются маломальски имеющие зубы конкуренты. А именно, Флориан Филиппа из партии «Патриот» так и прям говорит, Макрон, пошел вон. Значит, наверное, правительство Лекарню развалилось еще до рождения. Беспрецедентная ситуация во французской истории. Серьезный исторический момент. Лекарню только что ушел в отставку. Политический кризис повсюду. А теперь Макрон должен уйти. Он должен перестать цепляться за Елисейский дворец как безумец. Он должен уйти. Оппозиция должна ускорить его уход. Проголосовав за решение Макрона в соответствии с 62-й статьей Конституции, мы не будем дальше смотреть на этот театр с назначением премьер-министра в правительстве. Жизнь становится все короче. Французам нужно понять, пробка в Елисейском дворце, ее надо выдернуть, уход Макрона и возврат контроля над страной. Это значит вернуть суверенитет. И режим исчерпал себя. Конец правления, маскарад окончен. Франция больше не контролирует ни политику, ни бюджет, ни энергетику, ни сельское хозяйство, ни торговлю, ни законы, ни дипломатию, ни войну, ни мир. В общем, ужас. Мы должны взять все в свои руки. Полетела на Макрона лавина вот этой критики. И что? А как же коалиция желающих? А что вообще? А как это? Вон Макрон. Вы что? Зеленский. Зеленский что будет делать? Как это? Ну, дружить с бывшим президентом Франции? Нет, нужно усилить Макрона. Может, ему послать какую-нибудь бригаду, пускай учит, как дроны сбивать, или там обращаться с ними, или чем может помочь Зеленский? Ему нужны деньги. Ну, пускай может что-то придумать. У Макрона беда, его даже танкер не спас. И вряд ли спасет. Ну и возвращаясь к Израилю, ну, опять зрада подъехала. Предательство неимоверное подскочило. Значит, на одном из форумов, да, о вооружении, есть такой Олег Гуйт, он там батальоном командует, или полком даже, да, говорит, беда. Знаете почему? Потому что Израиль ведет двойную игру. Росіяни почали збивати наші літаки-розвідники. Знаєте чому? Бо ми почали збивати їх. Ні.
Видите, как... То есть вопрос он задает девочке, сидящей на стульчике, говорит, знаете почему? Он говорит, ну потому что мы начали сбивать их. Нет, Израиль виноват. Бо Ізраїль продав Раду РЛС. Бо ізраїльтяни дуже класні чуваки, які дуже сильно розповідали, що вони там за Україну. Представляете, хуцпа какая? Израиль, говорит этот Гуйт, фамилия еще у него такая, Гуйт, говорит, мы вообще проигрываем из-за Израиля. И в этом посыле его, то есть можно ему только поверить, продавал Израиль какую-то там РЛС, а то в России РЛС своих нет, не продавал никакую РЛС, мы не знаем, но уже идет вот это вот, да, ах, этот Израиль, ах, вот он такой-сякой, оттягивает внимание, уже оттянул, сейчас все внимание на Хамас, сейчас будет триумф, победа, радость, мир на Ближнем Востоке, на вот этих руинах, которые вы видели. А Украина где? А Украина сбоку, не удел. Надо как-то прицепиться. Если по-хорошему не получается, надо по-плохому. Вот, пожалуйста, Израиль россиянам РЛС продал, поэтому мы проигрываем войну дронов. Продали РЛС-станції, які дуже ефективні, які є в Україні. Вони продали і нам, і через півроку продали росіянам. Україна почала дуже ефективно збивати Орлани, Зали, Ланцети і так далі. І Росія закупила РЛС-станції, і так само вони зараз знищують. Ну так, понимаете, и Россия. Так в эту игру можно играть вдвоем. А представляете, как Израилю хорошо? Он и там продал, и там продал. Нормально, чего? То есть все хорошо. Причем, заметьте, там продал, а там продал. То есть вроде как слово одно, ударение разное, уже все по-другому. А с дронами правда беда. С дронами вот прям серьезно. Видео, которое разлетелось со вчерашнего вечера, не дает покоя всем. Украина, которая как бы выигрывает, об этом всерьез говорят все, там Трамп заявляет, пропускает очень болезненные удары. Краматорск, дрон на леске, на оптоволокне, бьет уже и спокойно охотится на конкретную машину в городе. Значит, вот видео, ну, это непосредственно с этого дрона выложили там российские паблики. Смотрите, город как на ладони. Он спокойно едет, как бы машина, он спокойно видит эту машину. Он четко как такси, понимаете, по своему курсу. Он светофоры, вот люди стоят. Он видит конкретно, увидел вот этот вот большой как бы пикап, да, скрытым каким-то грузом. И берет его и атакует. Все, сигнал пропал, картинка тоже. Что из этого получилось, потом рассказывают непосредственно люди. Мужики, парковка біля качалки. Тільки що відпрацювала оптика по машині. Тільки що відпрацювала оптика по машині. Ось, бляха, це точно відпрацювала оптика. Розфігачила машину нормально. Це труба. Да, это труба. Дрон на оптоволокне, на леске. Спокойно, да, залетает и бьет четко в машину. По самой машине можно понять, что эта машина непростая. Ну, это не какая-то там легковушка. Да, это вот эти пикапы, которые покупают, передают для фронта. Она с закрытым кузовом. Ну, то есть там что-то есть, а может ее отследили, да, а может просто пока летели, увидели. Так если так можно теперь долетать в Краматорск, это фактически центр, долгое время областной центр Донецкой области при Украине, то, ну, все, как бы песенка спета. И тут уже можно на Израиль пенять, на кого угодно. А где ПВО были, а кто его видел вообще, этот дрон, не видел. То есть абсолютная... тяжелейшая история как раз-таки в том месте, которое не хочет отдавать Зеленский. Но у Зеленского другие заботы. Он сегодня, и это феноменально, вот прям была трансляция его выступления на оружейном форуме. Говорит, дайте нам денег, мы будем оружие, мы сейчас, более того, мы, Украина, пропускающая дроны на леске в Краматорске уже, мы готовы экспортировать оружие. Представляете? Тільки наших Богдан ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. 40 в месяц самоходных артиллерийских установок Богдан. Представляете? 40 в месяц. Это там
каждый день по Богдану, даже больше. Богдана и кусочек Богдана каждый день. Дякуємо виробникам. Аплодисменты обязательно. І Смотрите, все на месте. Вот этот вот Дик, который приехал, тоже ж поучаствовал. Ермак, Шмыгаль, тут как тут, хотел сказать, Колыван, Стефанчук. То есть все вот они, смотрите, они все аплодируют. Да, 40 самоходных артиллерийских установок в месяц. Это результат? Ну, конечно, результат. А если было бы 30, тоже бы аплодировали? А 50? плюс наше виробництво снарядів. Торік ми виготовили і поставили на фронт 2,4 мільйони мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Так, смотрите, а вот тут давайте разбираться. Значит, цифра крутая. Во. 2,4, то есть 2 миллиона 400 тысяч. Минометных, артиллерийских, еще и разного калибра. А теперь так вот прикинуть, сколько из этого мин для минометов, сколько из этого реальных снарядов для этих САУ, которых там по штуке с кусочком в день клепают на Богдане. Тут возникает другой вопрос. Ну хорошо, ладно, ну, что можем, то и делаем. Ну вот такое положение. Делаем же, делаем, аплодисменты. Так мы баллистику свою запускаем. Причем в текстовом варианте на официальной странице Зеленского он сегодня намекнул, говорит, мы уже бьем по России своим оружием не только дронами, а типа и ракетами, нашими ракетами мы стреляем по России. Экономист как раз в тему сегодня написал статью о том, что уже применяются фламинго. Да, пока не массово, но вот точечно, и вот уже несколько дней прям есть атаки фламинго по российской территории. Так вот, что Зеленский о балістиці говорить. Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували «Нептуни», наші крилаті ракети. І буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та усіх підприємств і людей. А вы заметили, какая атмосфера? Ну, вот смотрите, DFNS это типа defense по-английски. 3 это, наверное, там куб. Defense в кубе, защита в кубе. 2 таких экрана, чтобы видно было, чтобы не перепутать. Это Зеленский. Ну, приглушенный свет, зал. Ух, потужно. Цвета такие, все грозно. Які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна. Что такое? Что случилось? Что там все как с интересом смотрят, слушайте. Ну, Шмыгаль, понятно, он всегда в таком, он, наверное, родился так, наверное, не кричал, когда родился, знаете, в роддоме. У него стандартное выражение лица, абсолютная флегма, ну, а эти что-то у них как-то так вот у всех, ну, бывает. Просто оператор не тот кадр, ну, одновременно все зачесались, слушайте. Ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки. Ну, опять Стефанчук, он на часы поглядывает, ну, там же надо еще эту премьера Литвы встретить, поэтому там он так поглядывает, там, да, вот, президент, по его мнению, там, да, он же спикер, по его мнению, а он президент, по его мнению, так выступает, а он, собственно, так контролирует время. То есть абсолютно интерес вызывает большой баллистика баллистика, да, украинская баллистика. Может быть, и стреляют уже фламинго, не только Нептуны, да, Нептуны стреляют, Россия четко заявляла, что сбивает. Сегодня вообще какой-то интересный день, сегодня даже рекорд установили. Дроны ударили по Тюмени, там предприятие или что, заправка, короче, объект, да, и пролетели больше 2000 километров. Об этом на полном серьезе рассказали украинские паблики, заставив всех украинцев гордиться. Хотя все уже понимают прекрасно, диверсионная работа, подъезжает какой-то дрон, покупают каких-то людей, нанимают, они втихаря запускают, а потом рисуются вот эти дуги. Дуги рисуются на картах. 2000 километров пролетел дрон, представляете? Это наш рекорд. А может это фламинго уже, то, которое на 3000, которое как бы никто не видел, но даже представим оно есть. Так а что мы получаем в ответ? Мы получаем в ответ удары по инфраструктуре.
Вопросы с энергетикой не решаются, а только усугубляются. Сегодня опять били по Чернигову. Сегодня опять отключение света. Харьков, да. Сегодня, в общем-то, удары по Запорожью были. То есть конкретно все продолжается и только наращивается в плане ударов по инфраструктуре и страдания населения. Вот это вот кадры вчерашние, да, смотрите, то есть все нормально. Человек дома, вот он, дома, картошечка варится у него в Чернигове. Плита, видите, какая современная. Атмосфера, обстановка тоже, там, ремонтик какой-никакой. Вот он кушать себе готовит, смотрите, вот там на сковородочке чего-то. А за окном у него вот что. Это вот сегодня появились вчерашние кадры в Чернигове, когда ударили по нефтянке. Ну, там по заправке, по резервуарам, в общем. То, что МЧСники показывали, нельзя же говорить, почем горит. Ну, горит знатно. Это все вот у него. Это вот будни Украины. Тут тебе картошечка варится, тут тебе чего-то на сковородочке, поворачиваешь голову в окно, а там вот такой столб дыма. И это сейчас перманентно по всей стране. Именно вот таким образом живут украинцы. И так цинично, ну тут сегодня выпал Ким. Да? Ким это был символ, тот, который в носках сидел во время вторжения, когда шли на Николаев, да, когда вот это он там... Потом его затерли, потому что у него рейтинг большой, его так в сторону отодвинули, отмахнули. Ким, иди, бог с ним, с Кимом. Значит, а то его надо вытаскивать. И сегодня его вытащили, представляете? Потужности не хватает украинцам. Потужности, чтобы еще аппетит был больше под картошечку с дымком на улице, как в Чернигове. И он выходит и говорит, значит, от 2 месяцев до года продлится эта война. Так 2 месяца или год? Ну, мол, вот все будет зависеть от интенсивности, все дела. То есть вот прогноз такой дал. Ценности 0, потому что в этом же сегодняшнем своем проявлении этот губернатор, о котором песни писали, ну, там, об Арестовиче песни писали, там, я помню, Джерри Хейл песня «Ой, там, козаки идут», ой на горе козаки идут», вот это они не перепели, и там это все и Ким, и Арестович, и наш пан, этот атаман Зеленский, и вот этот Ким выходит сегодня и говорит, украинцы живут во время войны, кайфуя, все же, ну, цитирует главком издания Кима, все же познается в сравнении. Сравните, как живут в войне Афганистан или Йемен, или Палестина. Извините, мы живем, кайфуя, с караоке, концертами, ресторанами и всем прочим. Нам жаловаться нечего. Очень хорошие условия у нас, как бы это ни звучало во время войны. При этом, по его словам, очевидно, что очень разная ситуация у людей, живущих условно в Херсоне и в Тернополе. Ну, вот различные вопросы обсуждаются в повседневной жизни, совсем другая проблематика, этот разрыв становится больше, добавил Виталий Ким. То есть, кто-то кайфует больше, а кто-то кайфует меньше. В Тернополе больше кайфа, чем в Херсоне. Ну и тем кайфово. То есть, вот эта картошечка с дымком, света нет, непонятно вообще, прилетит, не прилетит, чего ждать. Это беганина в подвалы, потому что люди понимают, что 2 стены – это уже очень и очень условное спасение. Это кайф. Кайфуем. Нормально живем. Посмотри на Газу. Вот что с ней было и какой она стала. А у нас еще все хорошо. Не треба скигліти, говорил когда-то Азаров при злочинной владе. Не надо скиглити, у нас все хорошо. Но вернемся о том, насколько все, по мнению Зеленского, будет хорошо. Попытался сегодня он прокомментировать блэкауты. Сносненько вийшло, ну послушаємо. Далі у нас є енергетика. Безумовно, до всього треба готуватись. Нормально до чого відноситись саме. А когда готовиться? Смотрите, ко всему надо готовиться и нормально относиться. В смысле? Украинец, ты что недоволен, что у тебя проблемы с энергетикой? Света нет. Ты чего? Нормально относись.
Надо готовиться. Тверезо дивитись. Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Вот так вот. Поняли? Значит, они будут делать все, и все защитить будет сложно. Но у нас же мудрейшее руководство у руля, поэтому они знают, что делать. Поставлено завдання паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Это формулировка космос. Поставлено задание иметь деньги. То есть, смотрите, есть вертикаль управленческая. Понятно, что сейчас все там подчинено офису президента, Зеленскому, Ермаку, понятно, там менеджеры эти, все понятно. Короче, Зеленский выходит и говорит, значит так, у вас поставлена задача иметь деньги. Вот так вот. Деньги имей. Задача такая от президента поставлена. І ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен. Это уже хорошо. Знаете, как вот это, у тебя зависимость, ты там алкоголик, первый шаг к излечению — это понять, что ты алкоголик. Это я не про мерца, это я вообще, то есть ты уже осознал свою проблему, ты сделал первый шаг навстречу ее разрешения. І вважаємо, що ми будемо готові до такого виклику. Що буде з електрикою? О, смотрите, то есть это он про газ, про тепло, а вот тут сейчас, что же будет с электрикой? Сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Будемо захищати, будемо боротися. І русські повинні знати, що, дивіться, ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми. О, понимаете, еще и как бы русским, он же, это специальное его выражение, все уже поняли, русским он пригрозил, да? Русским пригрозил. Но давайте по порядку. Сейчас мы к этим угрозам и вот этим фламинго, сейчас мы перейдем. Тут же интересно другое, да? Вот как же они готовятся? Значит, выходит Wall Street Journal сегодня и публикует сенсационную просто новость. Я прям возгордился. Возгордился за то, как они думают и готовятся, и заботятся о стране. Украина готовится к зиме, опираясь, внимание, на сеть мощных американских аккумуляторов, установленных на засекреченных объектах в разных регионах страны. 6 новых объектов уже введены в эксплуатацию, их общая мощность 200 мегаватт. Этого достаточно, чтобы в течение 2 часов обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домохозяйств, то есть целый город размером с Вашингтон. То есть, смотрите, даже если... Вот, все же должны проникнуться. Вот смотрите, вот всех просто все вынесут, не будет вообще... Вот каменный век, но 2 часа Вашингтон мы можем протянуть. Аккумуляторы засекреченные. Вот он, фиолетовый луч. Вот, поэтому нормально относись. И готовься, не треба скиглити, как говорил Азаров. Как они? Они же такие все, Янукович такой-сякой. Вот это вот они прям... Не надо паники. Аккумулятор тебя согреет и свет тебе даст. Ну, будем защищать, что делать? По поводу денег, да? Говорит, это же потрясающая формулировка. Поставлена задача иметь деньги. Вот выходит Педласа. Она вообще героиня последних дней. Это народный депутат, она возглавляет бюджетный комитет. Ну, то есть, как происходит все? Бюджет, выделяются деньги, да, то есть распределяются, а потом, ну, там, секвестр или какие-то перераспределения средств, или там что-то еще. И там есть бюджетный комитет, который должен подмахнуть это все дело правительству и, собственно, потом в Раде быстренько вообще, сейчас они там ввели эти трансляции, ну, по большому счету никто в этом не разбирается, кнопки нажали, все хорошо, война нынче, давайте, запускаем, поменяли бюджеты. И она вышла сначала... Это тоже стратегия, это тоже ее зарядили в офисе президента. Она со «Слуги народа», это народный депутат, сейчас на нее посмотрите. Она вышла, говорит, зарплаты не будет чем платить с 1 ноября военным. А потом вышла, говорит, не, будет.
будет, Европа даст денег, все будет хорошо. А сегодня пришла новость, что Кабинет министров, смотрите, у нас была дырка 300 миллиардов, а они еще увеличили на 300 миллиардов гривен бюджет на военные нужды, на силы обороны, и вообще сейчас дальше разгоняется по моноэфиру, что зарплата военным, то как бы 120 тысяч это боевая зарплата на передовой, а сейчас говорят там 50, там 60, ну что такое, около 50 тысяч будет вот стандартная зарплата для военного. Они на следующий год поднимают зарплаты и военным. Смотрите, учителям, военным, пенсионерам пенсии, стипендии, в общем, я не знаю, это прям какое-то, это государство, это потужное государство, представляете? Но тут есть один нюанс, о котором Підласа вийшла в моноефір і розказала. На початку жовтня, в перших числах жовтня, ймовірніше за все, в понеділок, уряд зареєструє зміни до державного бюджету у Верховній Раді, які збільшують видатки на потреби оборони на суму близько 300 мільярдів гривень. Це стосується усіх сил оборони, як для Міністерства оборони, Збройних сил України, Національної гвардії, ГУР, СБУ і усіх військовослужбовців, які зараз виконують завдання, поставлені перед ним вищим військовим командуванням. Для того, щоб покрити ці видатки, ми, уряд і парламент на своєму рівні, і президент звернулися до Єврокомісії з проханням дозволити вперше, з початку повномасштабного вторгнення, дозволити нам використовувати європейську підтримку на потреби оборони через державний бюджет. Вот так вот. То есть Зеленский ставит задачу иметь деньги. Они взяли всем хором, Рада, Кабмин, президент, все, и обратились куда? В Еврокомиссию. Зачем? Чтобы Еврокомиссия разрешила, чтобы деньги европейских налогоплательщиков, европейские деньги, пошли на зарплаты военным, на военным, там целый блок она перечисляет, все там и полиция, и Нацгвардия, короче, силы обороны, всем силовикам. До этого соблюдался политез, сохраняли такое лицо, да, как бы невинное, что армию мы вот собираем налоги, берем кредиты, берем там вливания финансовые, займы, как государство, да, и обеспечиваем за счет налогов. Зачем это делалось? Потому что если условно военному, твоему, платит другое государство, то это другое государство участвует в войне. Соответственно, Еврокомиссия, да, если разрешает вот эти 6 миллиардов, чтобы эти деньги конкретно целевым образом отправлять на силы обороны, то Еврокомиссия вступает в войну против России. Отличная штука, отличная ловушка. Они, конечно, это все оформят, они, конечно, это все преподнесут, но суть от этого не меняется. То есть теперь не только украинскому пенсионеру будет платить, как раньше, Саманта Пауэр, да, из USAID, не только, а Европа будет платить украинскому солдату. Как бы. И мы вот беспрецедентно просим этого разрешения. Вот что делает животворящий пендель, вот этот волшебный пендель власти, и поставленная задача иметь деньги. Как их иметь? Надо попросить разрешения давать и платить деньги солдатам Європі. Мова йде про 6 мільярдів євро, які надійдуть нам в рамках безповоротної позички. О! Безвозвратный займ. Поняли? То есть, я тебе займу, ну ти не віддавай. 50 мільярдів доларів від Великої Сімки, це так звані IRA loans. Ось 6 мільярдів євро з цієї позички ми би хотіли зараз використати для того, щоб забезпечити потреби національної безпеки і оборони. Ну, то есть схему придумали, там 50 миллиардов от семерки, и вот там взять кусочек 6, чтобы на зарплаты военным, чтобы было. Вот, но как бы вот по-хитрому это как бы займ. Ну, мы отдадим, но мы можем не отдавать, потому что это безвозвратный займ. Раніше, до цього моменту, ми використовували на забезпечення потреб оборони лише власний ресурс. І це в якомусь сенсі безпрецедентна подія для нас. Ми тут дуже оптимістично налаштовані. Перемовини йдуть добре, і ми очікуємо вже найближчими днями позитивне рішення від Європейської комісії. Але, звісно, я говорила про те, що для того, що цей законопроект, ці зміни про збільшення видатків на оборону потрібно проголосувати до
1 листопада у Верховній Раді для того, щоб Міністерство оборони могло забезпечувати вчасно всі виплати. Ну, то есть, чтобы не было задержек, то есть надо проголосовать, это Кабинет министров внес изменения, а денег нет. То есть вы понимаете, в чем дело? Ты, депутат, голосуй, увеличение затрат, а денег на это нет. Потому что мы только попросили и ждем от них ответа. Дадут они, не дадут эти 6 миллиардов, но надо быстро проголосовать до 1 числа, иначе у военных перебои с зарплатами начнутся. Это нехорошо в условиях войны, тем более такой, которая сейчас идет в Украине. Это очень нехорошо. Педласа все рассказала. Потрясающе воюем. Замечательно. А кто-то спросит, а где же деньги? Почему мы не собираем денег и почему мы просим 300 миллиардов, чтобы увеличивать зарплаты, чтобы платить военным? Мы же вроде как-то справлялись и платили военным. Что, военных стало больше? Нет. Налогов меньше. Сегодня там рассказали о том, что онлифанщицы такие-сякие, 38 миллиардов не доплатили гривен, миллионов, наверное, налогов. Да? Онлифанщицы. Наша, так сказать, все. Их же там постоянно как бы окучивают налогообложением, и вот они не доплачивают. А Гетманцев вышел и говорит, с таможней беда приключилась. Таможня 150 миллиардов, половину от того, что вот они сейчас просят у Европы, не смогли собрать, недополучили от таможні. Скільки цього року, на вашу думку, недоотримав бюджет від, наприклад, митниці? Ну, я говорив про цю цифру, я вважаю, що це десь 120-150 мільярдів по року від митниці. Тобто за підсумками 25-го це буде 150 мільярдів. Да, ну, да, приблизно. Але ви ж повинні розуміти, що коли ми рахуємо тінь, все це дуже приблизно. Тобто ми займалися і робили дуже багато таких рішень, які були спрямовані на детінізацію, там, на оподаткування того, що раніше не оподатковувалося в зв'язку з тими чи іншими схемами. Кожен прогноз перевищується в 2-3 рази завжди. Вот так вот. Каждый прогноз в 2-3 раза. Всегда. Поэтому нельзя оценивать тень. Тень, цень. Все, ничего не получилось. Ничего не получилось. Налоги не собираем. Поэтому просим у Европы, чтобы военным платить. Все понятно. Не получилось. Провал внутренней политики. А потом, какие налоги? Всех мобилизуют, гребут в армию. И они стают не плательщиками налогов, а правильно кем? Бюджетниками, которые кто-то долго, кто-то не очень долго, но, находясь в силах обороны, ставая военным, ну, в общем, из бюджета берет, а не в бюджет дает. Вот вам и экономика вся. Вот откуда все эти ноги растут. Вчера мы обсуждали вот этих индусы, пакистанцы и все остальные. Вот откуда. Но вернемся к Зеленскому. И вернемся к коллапсу. А как же он реагирует на это все? Смотрите, а дальше же больше. Вынос газовой инфраструктуры, логистика, генерация, подстанции сейчас отрабатываются. Что? В чем план? В чем план? Как победить Россию? Зеленский знает ответ. Вони вбивають нас. Ну, їм не може бути комфортно. І коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити запитання до свого керівництва. О! То есть, смотрите, мы воюем, чтобы россиянам не было комфортно. И они задавали вопросы своему руководству. Поки що так. Дякую. Пока так. Если будет что-то новое, обращайтесь, я вам расскажу, говорит Зеленский. Но пока так. Мы будем бить, там, уничтожать НПЗ, уничтожать все, ну, то есть, чтобы не было комфортно. Но людей, конечно, не трогаем. Украина по гражданским не стреляет. Україна не вбиває цивільне населення, не палює за цивільним населенням ворога. Абсолютно. Але вони повинні розуміти ціну цьому. Україна відповідає і б'є по військових об'єктах, і це справедливо, я вважаю, по енергетичних об'єктах, які продають свої енергоресурси. Росія продає свої енергоресурси, а потім використовує ці гроші виключно на війну. Тому я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливі кроки. Ми б з задоволенням цього б не робили, ми б з задоволенням хотіли б, щоб не було війни, але русські цього не хочуть. Поки що. І тому цю війну може зупинити не тільки тиск. Тиск він... Это какое? Внутричерепное давление? Или какое? Или какое? Кровеносное? Какое давление может остановить? То есть, смотрите,
А войну остановит только давление. Мы будем давить, мы будем вот это все, то есть, и вот это остановит войну. Багатовекторний. Тиску західних країн не вистачає на сьогодні. І єдності в цьому тиску, я вважаю, також не вистачає. Більше. То есть не хватает единения Запада. Представляете? Партнеры какие-то не единые в давлении на Россию. А в чем стратегия Зеленского? Ну, как ее оценить? Есть очень популярный в ТикТок блогер Никита Бак. Да? Ну, Микита Бак. Он украинскоязычный, его все смотрят, он комментирует события на фронте, он сам воевал, служил в Нацгвардии, сейчас не служит, но в роли такого комментатора, эксперта очень популярен в этой соцсети. Он недавно просто разразился неимоверным своим постом. Значит, Стерненко опубликовал, это вот вчерашний, ну, позавчера, получается, позапрошлой ночью был удар по Львову, и Стерненко пишет: «Львовяне, вы запорожцы, вы как? Ну типа, як вы, как вы?» И этого Никиту, военного, порвало. Сейчас объясню почему и в чем справедливость того, что он действительно, он реально психанул. Пишет: «Мы разгоняем истерию, что вот-вот будет победа, потому что мы все вынесем России НПЗ». Ну, то есть уничтожим все НПЗ. В это самое время в наши города полыхают. А друзья Зеленского спрашивают: как вы? Нам нужны не вопросы, а конструктивные решения. Вершина некомпетентности, цена которой жизнь. Значит, это как бы в текстовом виде, да, вот понятно, что в соцсети репост скрина вот этого сообщения Стерненко, тот, который рассказывал, как ему президент звонил, когда стреляли. Но он же ТикТок, он объяснил, в чем, скажем так, почему его порвала вот эта история. Очень интересно. Нанесено черговий ракетно-дроновий удар по українським містам. І реакція української влади дуже проста. Вони всім нам співчувають. Ну, це, звичайно, дуже круто, що влада співчуває, але мені здається, що військово-політичне керівництво, має якось діяти. Значит, все соболезнуют. Это, кстати, тоже, я заметил, причем очень давно, все прям плачут. Держись, Харьков! Да елки-палки, в смысле держись, Харьков? Ты поставьте ПВО, или в какое ПВО? Пойдите договоритесь, чтоб не стреляли. Пойди договорись, чтобы не стреляли. Останови войну. Не надо соболезновать тому, что разрушила очередную квартиру или там прилетела в какую-нибудь больницу. Як би воно мало діяти? Ну, по-перше, в 2022 році, після вдалих контрнаступальних дій нашої армії, треба було припинити цю війну і в жодному чині, в жодному разі не вв'язуватись в затяжну війну і не ходити розповідати про те, що ми зараз проведемо якийсь там контрнаступ, невідомо, правда, якими силами, бо силами 2 армійських корпусів 9-го і 10-го операції на глибину в 300 кілометрів не проводяться. Це знає курсант, який сидить в академії, а більше того, це має знати Верховний Головнокомандувач. Значит, идти в контрнаступление 23-го года не надо было. Надо было взять Херсон, выйти, они же, россияне ушли, сделали как бы тяжелое решение, помните, Суровикин объявлял. И надо было выйти на рубежи и договариваться, потому что сил для вот этой операции недостаточно. И это, говорит он как человек военный, воевавший, эксперт в этом вопросе, и это понимает даже курсант. А тем более должен понимать Зеленский, он же с генералами общается, он же верховный главнокомандующий, у него же целый генштаб есть, который нам рассказывает о том, как они будут искать возможности сделать блэкаут в Москве. Але тим не менш ми вчинили так, як ми вчинили, і знаходимося зараз в тій точці, в якій ми знаходимося. І що ж вже робити бодай зараз, якщо ми привели країну в таку ситуацію? Да, это, кстати, очень интересно. А что сейчас делать? Ну вот смотрите, вот привели, вот такая ситуация. Что делать? Посоветуй, Бак. Треба сконцентрувати всі сили та засоби протиповітряної оборони, які у нас є, на захисті українських міст. Що ми робимо замість цього? Російські НПЗ. Не, ну подождите. Но это тоже ПВО, а тоже баллистика. В смысле защищать города? Зачем?
А кто потом будет смотреть картинки вот эти разрушений, какие вот был город, и вот его разрушают? Это кто денег потом даст? Не, так денег не дадут. Ты что? І підкреслюємо, що ха-ха, ми впалимо російське НПЗ, скоро росіяни будуть без нафти. Мені дуже неприємно читати коментарі, де пишуть, та ти зрадник, ти за зраду там і так далі. Через те, що мене можна завтра посадити за державну зраду, якщо те, що я кажу, це зрада. Але ситуація від цього ніяк не зміниться. В будь-якому разі вони будуть виносити нам наші житлові квартали, а ми просто будемо їм зжигати якийсь НПЗ, який глобально їм взагалі не потрібен. Тому що всі ці черги на заправках, яких ми бачимо, всю цю історію, що ми бачимо, що відбувається в Росії, та їм все одно, якщо у росіян нема на меті їздити на машині, вони можуть пішки ходити, для них це не є велика проблема. І що мене найбільше в цьому всьому добиває, це те, що ми не просто, ладно, окей, ми вирішили вже проводити операцію по знищенню НПЗ, хоча ще раз повторюю, якщо навіть сьогодні ми знищимо всі НПЗ Росії, от всі, кардинально нічого не зміниться, вони будуть в Білорусі робити, чи в Китаї, чи де ще знайдуть собі союзників. Смотрите, КНДР отправила войска. КНДР. Вы думаете, эшелоны с бензином из соседних стран, союзных стран, не пойдут в Россию? Да хлынут аж бегом. Хлынут просто. Еще и это поменяет еще рынок, это топливный, не нефтяной в чистом виде, хотя от нефти это зависит, а топливный. У Украины тоже вынесли все НПЗ. Переформатировались на маленькие, мини, какие-то завозили эти фуры. Все же помнят вот этот момент, когда добивалась Россия блэкаута и добилась достаточно многого. Диверсифицировали, все по минимуму. Конкретная машина, конкретно заезжает на заправку, конкретная логистика, по-другому она распределяется, и проблема исчезает. Просто нужно время системе, да, которая налажена на мирное время, что у тебя есть нефтебаза, у тебя есть нефтеперерабатывающий завод, и нужно просто время приспособиться. И он прав в том, что пройдет просто время, то там... Смотрите, то, что там россияне не хотят ездить на машине, они будут все ездить на машинах. Будут, и все будет нормально. Просто система перестроится. И, немножко по-другому, и начнут зарабатывать. Чуть-чуть по-другому. И вот эти удары, хорошо, не будет этих НПЗ. Ничего не произойдет. Если КНДР солдат посылает, что другие страны эшелоны с бензином не пошлют? За деньги. Пошлют. Найбільше, що мене бісить, це те, що ми не просто виносимо ці НПЗ, а ми вийшли і об'явили, сказали, дивіться, готуйтесь, ми зараз вам всі НПЗ знищимо. Это просто... Понимаете, а никто же этого не замечает. Подождите, в смысле, ты выходишь и говоришь, значит, мы сейчас будем бить по вашим НПЗ. Что делают, хозяева НПЗ? Да? Что они пытаются как-то обезопасить. Или пытаются использовать этот момент. Чтобы цены где-то поднять, искусственно немножко дефицит увеличить. Понятно, что там это все регионы. Москва же далеко, там пока по федеральным этим линиям там дадут чертей. Но это правильно. То есть это здравая мысль. Ты предупреждаешь о своей шокирующей спецоперации. Так все знают, что Украина лупит по НПЗ. Уже сколько лупит? Уже сколько? Весной еще были эти удары. Конечно, кто-то или готовится, или не готовятся, скажем так, используют другие методы. Время и анонси. Це така тактика, оце така у нас асиметрична відповідь, оце така у нас тактика несподіванки. Це просто якийсь бред, це піар-акція, це відкрита піар-акція, яка проводиться, ще й анонсується. Тобто ми виходимо і кажемо, зараз ми будемо бити по НПЗ, потім б'ємо по НПЗ і по всім своїм телеграм-каналам розганяємо. Ха-ха-ха, у росіян НПЗ горить. А потім наступним постом розганяємо. Ой, у нас половина житлових кварталів горить. Нічого, ви там тримаєтесь. Така політика, вона призведе нас точно в нікуди. І такі помилки, вони коштують нам дуже багато життів. Да, цена – это жизнь. Но это всего лишь какой-то, когда-то воевавший, какой-то популярный в ТикТоке эксперт. Мыки Табак. Это всего лишь эксперт. У нас есть другие эксперты. Что значит жизни? Что значит тратить? Жизнь вообще для этого и дана. У нас вообще самое интересное время. Сыротюк. Есть такой военный. Он киевский, штурмовой. В общем, что-то киевское, что-то штурмовое он возглавляет. И выходит очень часто на марафон. Он говорит по-другому. В смысле жизнь, цена жизнь. Жизнь для того і дана, щоб положити її на праве діло. Справді це найбільша пригода, найкраще, що Бог міг дати кожній людині, яка бере участь у священній війні. Значить,
Война – это самое большое приключение. Это самое лучшее, что Бог, чем Бог может вознаградить человека. Это участие в священной войне. Бо так би хтось би прожив би буденне життя, про нього забули би, а так, А так о нем просто забудут. Ну, а так забудут, он умрет, не прожив свою жизнь. Многих мы героев помним. Многих. Ну, то давайте откровенно. За эти 4 года войны многих героев прям вот помнят, что это... Кто там? Привид Киева мы помним. Вот этого героя мы помним. Который как бы был или не было. Нет, семьи помнят. Для семей это трагедия, конечно. И этот цинизм не по отношению к семьям. Это по отношению к этой священной войне. А так вот ты прожил бы как дурачок, вот обычную жизнь свою. Ходил там на работу, работал бы. А так ты помрешь как герой. Поэтому это награда Господня. Бог послал войну. Эх. ми так сталося, що ми належимо до одного з найгероїчніших поколінь української нації, яке точно війде в історію. Точно войдешь в историю. То есть ты в историю войдешь. Чего ты? Да нормально все. Нормально все. Героическая нация. Я вам вчера в шуме рассказывал об ударе по Львову, да, и там кроме... Там Садовой приехал, там церковь побила, кроме этого технопарка, погибла семья. И девочка 15-летняя погибла. И вот там условно суток не прошло. Я, правда, не понимаю, каким образом так произошло, и как вот так случилось. Все же как представляют? Ну, может, где-то служил... В общем, Суспильное общественное телевидение сняло материал о том, как приехал отец вот к дочке, на место гибели этой дочки, вот там, возле Львова. Позвонили зранку, хоч зв'язку не було, я не знаю, яким чудом до мене. Значит, Владимир – это отец погибшей девочки, которая вот после удара по Львову погибла. И он рассказывает эту свою историю. Он военный, и, видимо, ну, понятное дело, такое случилось, отпросился и поехал. Ну, понятно, что это не прям не с передовой, где-то в другой части, наверное, Украины, что вот за сутки, условно, он добрался и доехал на место, где у него, ну, был дом, был ребенок. Дзвонилася теща. Вчилася тут в Лапаївському ліцеї, а років було 15, минуло 26 серпня. Вечором ще списалась, вона спитала, як я відповів, все ок, як ти? Підписала, теж все ок. І зранку вже така новина. Ну и вот эта девочка. Похоже, кстати, с ним, с отцом. Вот интересно, вот спросить у этого отца, а он тоже так считает, что эта война награда от Бога? То есть за что он воюет? За то, чтобы это что? Кто будет... Ну, то есть вот эта девочка, это получается тоже поколение героических украинцев, которая в лицее училась, там, которая там школу заканчивала, да, наверное, там планы имела строить, жила во Львове, да, то есть она тоже вот из поколения героических украинцев, которые Бог наградил войной. То есть, когда вот они эти все, прости господи, вояки такое несут, надо вот этого отца вспомнить, который приехал на руины своего дома из части. И что он будет думать о войне? Ну вот что конкретно? Награда? Что будут думать о войне Сумы? Сегодня туда прилетел дрон в роддом. Ну, тут сам удар, да, и потом последствия этого удара, как, собственно, с ним боролись. Дрон залетел в крышу, и вот эти все перекрытия побил, все взорвалось. Там, по-моему, к счастью, один человек как-то пострадал, чем-то, ну, ударился, прибило чем-то, быстро оказали помощь, не было. Хотя в это время были там и дети, были и
мамы будущее. Ну и все. Опять тревога, и они, то, собственно, попытались обезопасить вот эту историю, чтобы не обрушилась все, крыша, перекрытие, и пошли опять вот, ну, спасатели, да, которые ДСНСники. То есть награда. Это награда. Когда прилетает для этих людей, они должны чем себя тешить? Тем, что мы представители поколения для священной войны. А что в этой войне священного? Что, когда отец теряет дочь, это священная война? А в чем ее святость и священность? Вот в чем главный вопрос. Ну и, конечно, берут на войну. Тоже. По промыслу Божьему. А к чему еще? Конечно. Попался, не попался в ТЦК. Есть деньги у тебя. Как это? Поставлена задача иметь деньги. Вот у тебя поставлена задача иметь деньги. Выполняешь задачу, значит, можешь порешать с ТЦКшниками. Не выполняешь, не можешь. Вот военный Нацгвардии рассказывает в интервью расценки. Все традиционно. Все об этом знают. Недавно був в Ужгороді. І мені розказали одну історію. Розказали, точніше, цінник. Коли тебе беруть за руку, територіальний, коротше, ТЦК, коли тебе бере 500 євро, тебе відпускають. Садять в бус 1000 євро. Привозять в ТЦК, оформляють документи 10 тисяч євро. Привозять в воєнкомат 15 тисяч євро. Ну... То есть, а мне вот интересно. Садят в бус 10, привозят 15. Это же какой подъем, слушайте, на вот этих пару километров. О, какая священная война. То есть, представляете, как вот это все? Это как вот, не хочу богохульствовать, но вот это как вот, да, вот, там, не знаю, кровь в вино превратить, да, хлебом, это как манна небесная. Представляете, бус животворящий что делает? За пару километров, которые тебя везут, ценник увеличивается на 5. Ну, трошки кипить моя кров від таких слів. Ну, хіба це справедливо? Один, що має воювати і вмирати бідний, а той, хто може відкупитися, буде відкуповуватись? Ні. Має бути принесена справедливість. Справедливость должна. Справедливость. Вот сегодня очень справедливо. В Днепропетровской области есть село Чумаки. Чумаки. И там справедливостью занимаются даже не ТЦКшники, а просто спортики. Ну, по гражданке, спортики. Якісь непонятні люди ламають людину, не представившись. Ні імені, ні звання. Хто ви такі, документи покажіть? Ага, сейчас, документы тебе. А ты кто такая? Документи, молоді люди. Ось їхня машина, їхні номера. Они ему говорят, давай, не, типа, хуже будет. Давай не это самое, ну, не сопротивляйся, хуже будет. А он сопротивляется, не хочет идти. Вы кто такие документы? Представьтесь. По закону вы должны, обязаны представиться. Документы показали. Дезертир? Ты дезертир. А ты что тут делаешь? А что ты не на ноле, дезертир? Это, говорит, дезертир. И вот я заметил, что, ну, сегодня тоже вот эта традиционная уже подборка, и люди задают вот один простой вопрос. А чё ты не на ноле, чё ты не воюешь? Вот ты конкретно, тот, который нападает, тот, который наручники приковывает, чё ты не воюешь? Говорит, это дезертир. Да? Ну, может и дезертир, мы не знаем. Но в селе Чумаки это еще не все. Викрадають людину. То есть они его потянули, тот потерял штаны, понимаете, они его тянут, тот кричит, ну. Номера, нахуй, вот эти номера, це третя штурмова. Ну, то есть человек уже понял, да, говорит, это 3-я штурмовая, дезертир, получается, с 3-й штурмовой. Они переоделись в гражданку, залезли в этот упакованный, разрисованный бус и тянут его. Усі знають усіх. Ну, тут многие паблики обратили внимание на трусы этого человека, которые, скажем так, в том самом месте коричневого цвета. И, ну, как бы так, постебались с этого. Вообще ничего смешного нет.
Понятно, что это может какой-то, не знаю, нехороший человек, алкаш, правда, дезертир, но мы видим это на улицах. Вот так это все выглядит. Люди вообще без формы, без права, без ничего находят, ловят, засовывают. А кто вообще этот человек, вообще непонятно. Село Чумаки, Днепропетровская область. Нема у нас бусифікації. А що це происходить? Це не бусифікація, ні? Це не бусифікація, ні? Скажіть, пожалуйста, що происходить? Друже, покажи своє. Це не бусифікація, ні? Що це таке? Що в тебе там на нулі приходить? Ну и Кончились. желает всего доброго, в общем, чтобы все хорошо было на нуле у человека, который, собственно, вот так вот местное население относится к этим вещам. То есть нашли какого-то обдрыстанного, да, то есть это дезертир. Упаковали, засунули, кто, что, очки побольше напялили, ну, чтоб не узнали. Кто-то вот лицо скрывает свое. А потом мы в отстойниках ТЦК видим вот такое. Рутгер Хауэр в фильме Гарри Шермана «Взять живым или мертвым». Посмотрите, я всех людей уважаю, конечно, но это, ну вот, отстойник ТЦК. Какие-то, ну, бомжи. Бомжи. Вот они, смотрите, он сидит. Это тот же самый. Сидят, он пьет себе потихонечку. Лица, в принципе, такие. Вот он, вот этот герой, смотрите, кушает. Вот аж его как вот это взяли, вот это все. Успел он трусы постирать, не успел. Вот это все засунули, привезли. Вот это он сидит, ждет своей участи. Вот такая вот история. И самое интересное, вот на них вот даже сейчас можно посмотреть, и глянешь, и так они здоровы. Они здоровы, ВЛК у них, полны сил, энергии, никаких болезней, никаких противопоказаний к службе. Все класс. И вот это армия. А потом они их берут, возят везде, так сказать, и предлагают. Кто-то берет, кто-то не берет, кто-то берет и списывает, кто-то еще что-то. Тяжелейшие истории происходят. Вот, пожалуйста, 3 дня назад пишет некто Татьяна. В моей семье случилось горе. Мой брат, Донец Александр, 23 сентября 25 года вез груз рабочей машиной из Черкас в Польшу. Его остановили в Хмельницкой области, в городе Летичев, на блокпосту. Полиция ТЦК. По словам работников полиции города Летичев, он добровольно прошел ВЛК. То есть вез груз, что-то взыграло вот внутри. И говорит, не, пойду на ВЛК, пойду добровольно ВЛК пройду. После прохождения ВЛК оказался в Хмельницкой областной больнице, но не на дообследовании. Оказался в реанимации, без сознания. Когда его доставили в больницу, он был без документов, одежды, автомобиль пропал. А в больнице его идентифицировали как Александра Донца. Непонятно почему. Прошу, собственно, поделиться всех, чтобы власть не закрыли это дело. Прилагается фотография добровольного прохождения ВЛК. Мы не знаем, где, что с ним случилось, почему он попал в реанимацию. Но выглядит сейчас вот так. Плохо выглядит. Без сознания человек. Описывает положение дел своего брата, который просто вез груз. Просто груз вез. Понимаете? В Польшу из Черкас. Справедливо. Вчера разошлась, и вчера прям блокбастер был, да? О том, насколько беспределят вот эти военные, ТЦК, о том, что вообще люди теряются. Животные тоже теряются. Но кота вроде вернули вчера. По пабликам прошло. Это в Киевской области село, которое бусифицировали кота. Обделались эти ТЦКшники, которые говорят, что вот, ТЦК... Они же оплот нашей армии, без них бы мы проиграли войну. Вот вы посмотрели, как военные поймали кота и начали прикалываться, это просела пропаганда у вас. Мы проиграем из-за этого войну. Украинцы, схаменіться, опомнитесь, люди.
Это Киевский областной ТЦК написал. А Хмельницкий не, нормально. Добровольно вез себе работу человека, вез груз. А потом раз, решил ВЛК добровольно пройти. И вот он в реанимации после добровольного прохождения ВЛК оказался. Что-то всяко бывает, понимаете? Всяко бывает. Ни груза, ни машины, ни документов, ни одежды, ничего нет. Все нормально. Так вот, вчера кота, да, бусифицировали, а сегодня собаку. Киев. Наши дни. Значит, крутят мужика. Пошел выгулять собаку. Собака бедная, ну этот, как из фильма «Маски», наверное, да? Терьер вот этот. Гавкает, они долго, и вот уже бусифицировали. Пес-патрон, номер 2. Я все знімаю. Все, двери закрылись, дверь в новый мир, в котором неизвестно, выживешь ты, не выживешь ты. Все ты снимаешь, а кому надо, что ты снимаешь? Ну, выложили, ну, посмотрели все. Ну, напишет сейчас киевский, только не областной, а городской ТЦК, очередную залипуху, ерунду какую-то. О том, что оповещение проводится, все там по закону, а вы... Вот это. Или вообще скажут, что ты снимаешь, ты вообще на Луганск фильме это все снимаешь. И такие есть вещи. Чего это вот хватают? Надо же как-то разобраться. Гроза ТЦКшников. Есть такой Валерий Ковтуненко, судья, который строил ТЦКшников в тех случаях, когда это все доходило до суду, ну, до суда, он очень жестко высказался о самом вообще поводе, да, вот, я все снимаю, так снимать запрещено. Ты снимаешь, все, тебя придут накажут, извиняться будешь. Так этот судья Луцкий говорит, вообще непонятно, вообще просто в нарушении всего все происходит, потому что нет у нас войны. Войны нет. Давайте почнемо з цього. У нас немає війни. Немає війни. Хто у нас прийняв рішення з нашого керівництва, президента, що у нас війна? Ну, давайте вернемося по Військовий факту. стан. Давайте будемо називати Гаразд. речі своїми іменами. Давайте называть вещи своими именами. У нас нет войны, у нас военное положение. У нас похищают, это похищение людей, котов, собак, потому что им можно все. А ты снимаешь. Ну, молодец, покажи всем. И какой реакции, да, вот ждет женщина? Она же ждет реакции, ну, что люди возмутятся, а никто не возмущается. Знаете почему? Потому что все боятся. Есть такой депутат от «Слуги народа», Мазурашу. Он только говорит, да, люди боятся. У нас же цього немає, тобто люди бояться банально, висловлюється публічно багато хто. І я це розумію. Значит, смотрите, вот выбрали люди депутата. А он говорит, люди боятся, и я это понимаю. Подожди, давай сначала. В смысле, ты понимаешь, что люди боятся? Так тебя же выбрали, чтобы люди не боялись. І я враховую це, і тому, коли я висловлюю ті чи інші, які, ну, скажімо, тези, які, можливо, і ви теж відчуваєте, що десь вони загалом небезпечні для пересічних громадян. Я говорю те тезисы, которые вы чувствуете. Сегодня прошла новость о том, что Кашпировский заболел раком, его доставили, ну, рак у него диагностировали, он лечился как бы сам, да, его забрали в больницу. Это вот примерно вот эти кадры, там сегодня все вспоминали, как Гордон на сцене, там бульвар Гордона, там 6 лет, и он там идет, этот Кашпиров. Ты чувствуешь? Ты чувствуешь, что я говорю небезопасные вещи? А мне можно, а тебе нельзя. Я висловлюю те, що мені говорять мої виборці, та? Тобто, які бояться через нашу систему, через бусифікацію, через там, інші інструменти впливу на людей, залякування. Вони просто бояться про це говорити. Они боятся об этом говорить, поэтому говорю я. Я не боюсь. Они мне говорят, а я вам говорю. Вот зачем нужны депутаты. Я же представитель народа. Вот так. Хохма просто неимоверная. Этот же депутат Мазурашу сегодня зарегистрировал
проект закона, где, в общем, предлагается на банкнотах, на деньгах украинских, на гривне, надпись ввести «Мы верим в Бога», то есть «Мы верим в Бога». Типа вот это, как на американском долларе, «In God we trust». Вообще у этого депутата очень потрясающая законодательная инициатива. И вот это вот, смотрите, ну тут как? Ну боишься, ну с Божьей помощью как-то пронесет. И чтобы ты вот на купюре, понимаете, на купюре украинской гривне надо теперь написать «In God we trust». Мы верим в Бога. То есть гривна, которая там летит в тартарары, которая обесценивается, которую там допечатают, чтобы платить вот это все, просят у Европы евро, чтобы мы напишем «Мы верим в Бога». И сразу все заживут. И бояться перестанут. И заживут. А ТЦКшниками, так подожди, ну, люди рассказывают депутату, депутат рассказывает, он не боится. А ТЦКшники, а что с бусификацией? Киев, метро Минское. Значит, видите, сырочек, да, там, магазин пива, вот это все, метро Минское, вот эти в Оливковом пристали к парню. Парень на вид непонятно, там документы никто не видел, молодой. И люди начали возмущаться. Они говорят, смотри, ты какой лось здоровый, ты отпусти его. Смотри, здоровый, высокий, под 2 метра ростом. И бабоньки побежали. И бабоньки начинают отбивать. Тут пришел полицейский. А полицейский уже зацепил наручники себе и ему на руку. Но женщин это не остановило. Все, говорит, он в наручниках, никуда он не денется, все, открывай наручники, отпускай человека. Полицейскому говорит, сам иди, я был, где ты был? Сам иди, посмотри, пацан зеленый вообще, куда вы его тянете? Ну там все просто, уже дед подошел, говорит, иди воюй. Он говорит, все, наручники, я жду наряд. Вы думаете, мы так победим? Вот такие морды будут ходить по улицам. Это потрясающе, говорит, вы думаете, мы так победим? Так нет задачи побеждать, поэтому все и вот так. Снимите наручники! У мене як 21 год внука задержали, він в інституті учиться! Відпустіть дитину! Нічого делать! Зніміть наручники! Ти такий молодий, сволоч, як ви! Дивіться, йому буде програму! Зніміть наручники з дитини! Нікуди він не піде! Нервничают, кричат, снимите наручники, никуда он не уйдет. Ну, эта история продолжилась очень интересным образом. Ну, наезда на ТЦКшников. И тут подходит какой-то другой человек, тоже в военной форме, тоже он показывает этому ТЦКшнику свое удостоверение и отводит его поговорить. Он не снимет маску.
Ну, то есть вот он закрыл лицо, он не снимет. Он говорит, что хочешь, пошли. Пошли поговорим. Ну и все. Вроде как отбили этого парня, то есть вроде как получилось, но вроде как отпустили, бросили. Но на самом деле ужас, что происходит. И касается это всех людей без исключения. И даже известных, тех, которые там... Сегодняшняя история, это ночью со вчера на сегодня, то есть 6 число, есть такая актриса Елена Репина. У нее вообще карколомная ситуация произошла. Она попадала в скандалы, она снималась в украинских скетчах, скетчкомах, она, ну, известная достаточно была актриса, она в спектакле и в кино снимается, и в театре. И она осудила вот эти все славы нации, то есть Майдан, войну, вот это все, то есть, да, то, что происходит. Очень честно, открыто выступила, о ней писали таблоиды, ну, как бы, как обычно, знаете, вот это там, что-то не так говоришь, тебя там поругали, засунули в третий состав, но она все равно продолжает играть. У нее случилось большое горе, она потеряла сына в ДТП. А прошлой ночью у нее пытались забрать мужа. Вот так это выглядело. Моего мужа забрала ТЦК. С ним нет связи. Мне вызвали скорую, на меня хотят одеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нету связи. Мне грозят надеть наручники и вызвали скорую. Вот. Мне не дают дать шага. Вот, смотрите, сколько их. А я одна после спектакля. А вот, я хочу, чтобы весь мир знал. Это после того, как я похоронила своих детей. История там закрученная, в общем, но вроде как хорошо закончилась в этом ее конкретном случае, потому что она пыталась отбить, ну, воспрепятствовать, чтобы забрали мужа все равно забрали. Она вот это вот, понятно, что театрально, понятно, что трагически, понятно, что женщина травмирована, еще и вот она вот такая, и вот это вот, она села на асфальт, они ей вызвали скорую и везли в психушку. Меня везут в психушку. Мужа, я не знаю, что с мужем, а меня везут в психушку. Вот, смотрите, эти люди. Вот эти люди. Все. Возможно, меня убьют тоже, как и моего мужа. Доброе утро, друзья. Извините, немножко сорвала голос. Ночка-то была веселая. Видите, за мной огоньки. Это психушка. Психушку. То есть, смотрите, мужика забрали, а жену в психушку. Нормально. Под которой я просидела с 1:30 ночи. Как я рада этому утру. Ведь скоро 5, и я смогу вызвать такси и приехать домой. Немножко обидно, что здоровые мужики, 10 человек с автоматами, меня как котенка швырнули в машину скорой помощи. Привезли в психушку, поржали надо мной, поиздевались, дали бумагу. Я написала отказ, и меня выперли на улицу. То есть, ее надо было просто убрать. Ну, чтоб не кричала, чтобы внимание не привлекала. А то еще, представляете, сбегутся, вот это начнут, как на метро Минской. Не, давай, все, в психушку тебя. Привозят в психушку, там поржали, поиздевались. Понимаете? Она там пишет, что там отказ от госпитализации. И говорит, садись. 2 часа, комендантский час, я напомню. Еще только идеи возникают, чтобы всякие уклоны и уберы в комендантский час ездили. Да? Им разрешение можно. Ну, конечно, чуть дороже. Но, по сути, ей надо ждать 5 утра, когда закончится комендантский час, чтобы получилось доехать домой. Но, слава богу, была лавочка. И, слава богу, мне подарили вот такого медведя. Он меня грел всю ночь. Как не радоваться этому утру? Ведь скоро 5 утра. Ребята, слава богу за все. И жизнь продолжается. А что я буду делать, когда приеду домой, это совсем другая история. Ну, конечно, я попытаюсь побороться за мужа.
которого просто украли ТЦКшники. Ну, новый день настал. Я очень хочу, чтобы это утро было добрым для всех. И традицию желать вам доброе утро я не прекращу. Ну, значит, утро, правда, утро вечера стало мудренее, она нашла адвоката, и, в общем, мужа освободили, и поэтому она всех благодарила, тех людей, которые там хоть поддержали добрым словом, ну, тех, которые там на нее подписаны, своих подписчиков и вообще просто знакомых, потому что история разлетелась, конечно, ну, она известный человек. Я очень хочу домой, где сходит с ума моя старенькая мама и мои две маленькие девочки, дочка и внучка, 8 и 7 лет. И вот такая история с их семьей, с папой, которого украли, и с мамой, которая всю ночь ночевала под психушкой. Но все равно утро доброе, с чем я вас и поздравляю. А как вы, други мои? Бог есть и есть адвокат Сергей Костыр. Серега, ты был и есть моим другом. Спасибо тебе за то, что мой муж едет домой. Спасибо вам всем, друзья, за то, что вы так... Ну, в общем, хорошо все закончилось. Понятно, что женщина травмирована, понятно, что, в общем-то, она... Ну, с другой стороны, когда человек теряет ребенка, да, ей нечего, то есть, ну, бояться. Самое страшное в ее жизни уже произошло. И вот попытались забрать мужа, ну, вроде как адвокаты, да, то есть все, вопрос решили. Но ситуация умопомрачительная. Психушку тебя, на лавке посидишь до утра, одумаешься, а там домой поедешь на такси. Вот как-то так. Посмотрим, надолго ли, потому что сразу все начали форсить ее высказывания там, про Майдан и про все остальное. А это другая мать. Другая. Не актриса, а женщина в отчаянии, которая в Никополе вышла на одиночный пикет вчера. У нас. В понедельник по исполкома собираюсь. Ни телефонов не дают, спят на кровавых матрасах, не кормят, блин. 100 лет под конвоем водят. Это просто издевательство, просто. А кормят, если хочешь кушать, иди покупай у старшего за деньги. В стране. Хватает, просто выкрадают людей. Водят, крадут. Это издевательство. Сами сидят в теплых кабинетиках своих. А своих детей за границу отправляют. 5000 долларов, а им мало, теперь 20 тысяч долларов выкупили. Сами повыкупляли, поделали документы себе и кайфуют. Значит, женщину достала, она взяла, написала там беспредел ТЦК, полиция, ТЦК, коррупция. У нее приняли сына. Она сейчас будет это все рассказывать, но тут интересен другой момент. Во-первых, посмотрите на саму обстановку. Ну, сейчас это будет видно на кадрах. То есть она стоит. Я такое видел только в своем детстве. Развешивают, ну, то есть продают вещи на улицах. Вот таким макаром. Между деревьев натянули веревку, повесили вот эти, ну, вешалки, да, тремпеля, как у нас говорят, повесили, и продают на улице, или прохожие ходят, то есть, ну, вот так разложились, прям на земле, на тротуаре. Продают не задорого, это Никополь, там недалеко от фронта. И она выходит вот туда, где вот эта вот точка торговая, да, и начинают люди обращать внимание, что вообще происходит. И она рассказывает свою историю. Сначала просто людям, потом человек к ней подошел, потом полиция пришла. Издеваются просто, и связи не дают, ничего знать не знаю, что с ним. Милицию вызывала ТЦК, что я только не творила. Они еще угрожают, что у нас камеры, все снимается. Мне все равно. Они сказали, к вам гранату бросят, и бросайте, что хотите. Скоты такие. И видеться не дают, ничего не знают. Это что здесь дали мне вот это пару минут разговора, и все. Земли поосвобождали. Да. И вот это есть. Собираемся все в горисполкоме. В понедельник, девочки, приходите. Приходите, сюди прийдемо, в горисполком. Доброго дня. Поясніть, будь ласка, детальніше, що зараз тут відбувається? Так, милиция схватили сына моего, остановили, схватили сына.
А ви представтесь, будь ласка. Я Кутовая Валентина Миколаевна. Живу в городе Никополе. 3 дня назад поймали сына, милиция, схватили, забрали телефон. 4 планшета там было. Мой там сын в машине. Машина моя. Ключи у него отобрали. Там 2 цепочки золотые на ключах было. Ну, То есть его не просто взяли, его еще ограбили. Ну, то есть конкретно. Она не может, правда, добиться ни имущества, ничего. То есть сыну связи с ним нет. Он сейчас находится в ТЦК. Ну, вот среди вот этих людей, примерно таких же, которых наловили. Да, его поймали и туда отправили в отстойник. Так по камере продавцы сказали, что его забрала милиция и сдали ТЦКшникам. Все эти планшетки забрали не себе. И телефон у них, мне нету связи с ним. Здесь я была 3 дня назад. Взяли, вызвала милицию на ТЦК. Похищение человека получилось. А то, что телефон в милиции остался, и они сдали без телефона, его забрали, скрутили, увезли. Я теперь пыталась, я еле добилась, мне дали связаться здесь с ним. Сказали, нате вашего сына, чтобы я молчала уже, телефон. Я говорю, где ты? Я говорю, мама, ты был в автобусе ночевал? Без еды. Спали в автобусе. Потом в камеру посадили. Писать ходим на бутылочку. Писать на бутылочку. Защитник Отечества будет. Ну, но он же еще не защитник, он еще учебку не прошел. Поэтому бутылочка. Суровые солдатские будни. Матрас кровавый, в крови, так как пытали там кого-то, не отпускают. Он связанный, выходим в туалет, ночью не выпускают в туалет. Вообще не выпускают. Все под конвоем. Катают его непонятно где, каждый раз перемещаются в разные места. Вот как бы, это же издевательство. А поехала в Днепр, думала, выкуплю, ничего не выкупляется, для них это мало денег. Мало, говорит, выкуп. Понимаете? Ну, понятно, что это там, мать отчаяния. Она ехала выкупить его. Ну, откуда у нее деньги? Ну, там, ну, тут все... Они, во-первых, ну, обокрали. Во-вторых, ну, что там у них? Какие 15 тысяч долларов? Какие доллары? Я не могу выкупить. Для них это мало денег. Не знаю, как выкуплять его. Как они выкупаются друг друга, блядь. Место себе покупают за доллары хорошие. Да, я одного человека 2000 долларов дал, чтобы место хорошее здесь служить, воевать. Вот что. Зараз чого ви хочете добитися цим Я плакатом? хочу, чтобы справедливости, чтобы коррупции вот эту, чтобы не было вот этой коррупции, чтобы они не зарабатывали деньги в карманы себе и не творили вот такое с детьми, с нашими. Ну как? А кто будет? Они будут творить это с детьми, с нашими. Но тут возникает другой. Сразу полиция. То есть все прекрасно понимают. Вот мы, помню, все очень смеялись там над россиянами, что как только человек, да, вот стоит, привлекает внимание, она собирает на понедельник просто людей, да, чтобы пришли в исполком, чтобы чего-то добиваться. Какие 1000 долларов? Говорит, я знаю человека, 2000 долларов дал, и теперь служит плюс-минус нормально. Откуда у них нет этих денег, да? То есть вообще обурели, то есть со своими расценками. І тут появляється поліція. З людьми. Зупинити геноцид української нації. Геноцид? Ви так само Геноцид. Я вимагаю зупинити геноцид української нації. Сидить з карманами, І робити це заміщення народів. Українців вибивають, а людей їх завозять в Україну. Ну, вот это человек, который снимает, типа, да, блогер, там, журналист, да, говорит, и вот вы... Я требую там, это же геноцид украинского народа. Вот этих убивают, а привозят там индусов, пакистанцев и так далее. Вчера об этом говорили. Военно обязана милиция идти. В первую очередь милиция военно обязана. А тут милиция не надо. О, то есть, говорит, пускай полицейские идут. А те говорят, а здесь что, милиция не нужна? Выходит бабушка. И реакция на эту женщину вообще на этой улице, где продаются на веревке, на вешалках вещи, вообще неоднозначно. Я стану, буду міліції ваша. Да? Охранять. Як ти станеш з плакатом? Да. А як синок твій тебе не захищає, хто тебе должен захищати? Вот пусть милиция Сука вы идут. старый, бля. Да, вот милиция пускай идут и защищают. У них оружие есть, они держали, они должны защищать Украину. Бачите, це все заплатить. Да, у него сын там в милиции. А ваш син військовий? Нет, нету ни военного билета, не служил, ничего. И он вообще не здесь, он в Днепре должен, это часть у него как бы военная. А скільки йому років? Ну, 39. Вот это. В чому корупція? В том, что они деньги получают, требуют. Вот выходит назад. Ну, в общем, подошел полицейский. Забрали телефони. И 4 планшета. Рік народження вашого сина.
Ну, и он пробивает, было ли обращение, она говорит, вызывали, тут смотрит по вызовам, ну, как-то вот это все выясняет, и параллельно сходятся еще люди, которые не верят этой женщине и говорят, ты вообще видела, что ТЦК кого-то обижает? Вы самые натуральные. Откормленные. Откормленные. Так, Один даже не говорит, задавили хлопца. Прям вот так коленом вставали и задавили. Ты знаешь? Вы видели? Вот там мужики стоят, недоверчиво смотрят на происходящее, говорит, вот задавили хлопца, задушили прямо. Тут говорит, вы видели это? Мы все знаем, но вы чуть Что вы чудите, скажите? Да я вам говорю. Я вам говорю. Да они что делали с сыном, там рассказывали мне, что делали. Страшные же. Нехер ховаться. Нехер ховаться. Понимаете? Не надо ховаться. Вот такая вот атмосфера. То есть стоит женщина, мимо нее проходят разные люди. Одни женщины ее поддерживают, другие нет. Полиция пришла, проверила, удостоверилась, что все нормально, давай там вызов. Это же кто-то вызвал, то есть это не то, что там в Никополе ходят, вот это патрулируют. А что происходит? Все там. И люди говорят, никто, надо, чтобы защищали. А чему вам твой сын? Мой, например, там служит, а твой нет. Не надо ховаться, не надо прятаться. Винница. Рейд к маршрутчикам. Вінниця, Бучмаліс. ТЦКшники почали пакувати маршрутчиків. Походу, зараз маршрутчики будуть пакувати ТЦКшників. Ну, там неизвестно, кто кого будет паковать, но, по всей видимости, это тоже из той же оперы. Комментарии, кстати, огонь к этому видео, да, вот люди пишут, там, давайте соберемся, наваляем ТЦКшникам, давайте, в общем, индусы уже вышли, освобождайте, пожалуйста, рабочее место, прочитайте на бампере 22А, ну, прокатайте на бампере каждого из этих ТЦКшников. С одной стороны, все не могут идти воевать, нужна экономика, обслуживание населения. С другой стороны, боль в том, что муж мой, 3-й год, не дома, но как бы был дома. Но я бы тоже хотела пускать его, да, не пускать его. Ну, то есть комментарии, это причем под патриотическими пабликами, самыми что ни на есть. Люди все понимают. Да, мнения как бы расходятся, но они все понимают. Ну, вот, пожалуйста, город Днепр. Сидят, как бы, счастливые случаи, сидят пацаны и смотрят, как деда лет 50, ну, даже за 50, наверное, да, ну, около 50 точно перевалило. Вдвоем вот это все там удушающий прием за шею схватили, здоровые, откормленные товарищи, засовывают, так сказать, и, в общем, отправляют родину защищать. Иди защищай родину. Чего это ты тут в Днепре решил? Чай, кофе, там, сок на вывеске. Все, спокойно его засунули. Там кто-то, женщина какая-то, бабушка попыталась чего-то сказать. Но она сказала и сказала. Все, закрыли дверь и уехали. Вот такая история. Кто же на это обратит внимание? Всегда определенной силой, движущей силой, были какие-то лидеры мнения, чтобы до кого-то достучаться, чтобы всем рассказали, понимаете? А сейчас не. Есть такой артист, ну, он еще там с нулевых, 90-х, там, Зевьё. Такой экзотический был. Ну, он темнокожий, украинец. Кувалдин. Так он вообще говорит, слушайте, а есть лайфхак, выход есть, как избежать вот такой бусификации. Щойно знайшов один офігенний лайфхак, який допоможе чоловікам призовного віку старше 25 і молодше 60. О, сейчас поделятся. Очень классный лайфхак. Якщо вам набридло сидіти вдома і боятися шороху, адже до вас може прийти ТЦК, якщо ви посилаєте дружину за продуктами, а самі не виходите з дому, це можна швидко припинити. Лайфхак дуже простий. Самі першими йдете до ТЦК, записуєтеся в ЗСУ і все, нікого не боїтеся, вільно ходите по країні і приносите користь. А послуживши півроку, вас можуть випустити в будь-яку країну світу. Користуйтеся.
Это он отрабатывает вот эту историю, это новое правило. Уже вызвали они скандалы в интернете, что в смысле полгода прослужил, а потом тебя выпускают за границу. Алло, ты чего? Это они ввели эту замануху для вновь прибывших, а причем жены там разрывают эти паблики с ТЦК. В смысле, мой там сидит вообще безвылазно не вылазит, приезжает там в отпуск короткий, а тут прям полгода отслужил и прям за границу можно уехать? Да ладно, за полгода? Им заказывают это. Они работают на власть. Они думают, что работают на общество, поднимают позитивом. Дух боевой? Нет. Они, шкуры. Продажные шкуры этой власти. Оскандалилась сегодня дочка Поляковой. Ольга Полякова, шлепали шлепки, перевела на украинский язык, там с Машей Ефросининой, в общем-то, девочки у них там, взрослый проект, она сама гастролирует, поет, худеет, толстеет, любовные там всякие истории были недавно у нее, там, поклонники и так далее. И она вот выпускает дочку. Дочка, конечно, выкопанная Полякова, очень на нее похожа. Так уже и дочка Поляковой говорит, слушайте, была б я вообще пошла б служить. Була б я мальчиком. Якщо б я була хлопцем або реально сильною дівчинкою, я б пішла на війну. Ти серйозно? Я б пішла на війну. Я розумію, просто зараз у своєму стані чесно, я тільки буду заважати, ніж допомагати. Я намагаюся хоч якось допомогти, але я розумію, якщо б я була хлопцем, ми б реально з папою пішли. І твій тато думав про те, що піти? Папа дуже думав піти, але в нього вже вік. То есть, понимаете, я бы пошел, но у меня состояние такое, конечно, это, но вообще, конечно, надо идти. Но я бы пошел, или я бы пошла. Я бы пошла, но я не пойду, я там, конечно, буду только мешать. Сразу Кошевой вспоминается вот эти все. А что я пойду? Меня сразу убьют. Понимаете? Но вы идите. И это все, этот нарратив проталкивается. Иногда, правда, осечки случаются. Сегодня тоже, кстати, разные патриоты военные, из тех барбершопленных и популярных, нашли и распространили видео. Не новое, как оказалось. Еще одной, скажем, как это правильно, в общем, работницы юмора, стендаперки из Украины, которая гастролирует, собирает деньги на ВСУ. Она страшные вещи рассказывала раньше. Люди заробляють просто, неймовірні гроші на війні. Можливо, я буду не права зараз в якихось своїх твердженнях, але це, я ж кажу, я говорю тільки то, про що я чула. Що зарплата військова, вона відправляється на комбат. І дуже багато хлопців вважаються безвісті пропавшими, і про це знає комбат. Значит, она вот рассказывает, да, что комбат получает, в общем, за мертвые души. І його обов'язок позвонити найближчому родичу, зв'язатися з найближчим родичем і відправляти, тому що зарплата на пропавшого безвісті, вона приходить. І він має відправляти це родичам. Припиняться виплати, коли він буде знати, що ця людина 200-та. І сім'ї не знають про те, що їхні родичі загинули, а комбат про це знає, але не говорить, тому що йому за нього приходять гроші. Це реальний кейс. Реальний кейс. Реальный кейс, то есть реальное дело. Конкретно, человека уже нет, он погиб, но деньги на него идут, поэтому никто не знает, что он погиб на войне. Это вот нам рассказывает работница юмора и, собственно, говорит, что это реальная история. Но проходит время, это все набирает сотни тысяч, миллионы просмотров, это ужас. То есть об этом реально говорят, об этом реально люди находят, думают, ничего себе. Но потом она извиняется на камеру, говорит, ой, не права была, ой, вообще. Хочу давати свої розмовні сторіс, не з найкращих причин, але одразу до справи. Зараз в інтернеті форситься відео річної, напевно, давнини, де я сказала на деяку неправдиву інформацію. Значит, год назад я сказала неправдивую информацию. И сейчас это все запустили. Конечно, враги. Россияне запустили. А что сказала? Я не обладала критическим мышлением. Так это реальный кейс. Рік назад я перебувала в іншому емоційному стані. Я була в пригніченому стані через обставини, які відбувалися в моїй сім'ї. І моя здатність аналізувати інформацію і до критичного мислення, вона просто анулювалась. То есть, у меня тяжелый период в жизни был. Поймите меня, поймите и простите. Понять и простить, как Александр Родионович Бородач.
Хотіла я дискредитувати роботу Сил оборони? Ні в якому разі. Чи хотіла я когось образити, чи сказати неправдиву інформацію? Звісно, ні. Такої цілі не було. І чи я думала після виходу цього відео, що воно пройде повз і ніхто цього не побачить? Звісно, я думала. Але вже є, що є, і я хочу дуже сильно перепросити. І нехай ця ситуація буде для нас всіх уроком аналізувати всю інформацію, яка до нас надходить, і не вестись на пропаганду російських тіктокерів. Не, это не пропаганда российских тиктокеров. Это же был реальный кейс. Реальный кейс. А он потом перестал быть реальным кейсом. Вот так и все происходит. То есть вам люди говорят, реальный кейс. Говорят, да не, это какая-то информация. Я никого не хотел обидеть, это просто у меня там навеяло что-то. Что-то не то. Так бывает. Вот такая вот страна. Но каждый должен идти воевать. Каждый. Все должны идти и воевать. Вот Портников выходит, говорит, ребята, война не закончится. Повторяет как мантру вот это все. Я взагалі не бачу жодних об'єктивних умов для закінчення цієї війни як такої. Я вже багато разів говорив і ще раз повторюю. Єдине, що ми мали зробити, це не допустити великої війни. Все інше вже не має ніякого значення, бо війна Росії проти України стала нормою нашого життя. Іншої норми не буде. Перестаньте думати про те, чого не відбудеться за вашого життя. Ви можете сподіватися, що в якийсь момент закінчиться гаряча фаза, і ви в цей момент ще будете не в могилі. Це може бути. Це певний шанс. Він не у всіх є. Ви можете думати, що буде пауза між однією гарячою так би мовити, фазою і іншою. Це може бути. Ви в цих паузах теж маєте вирішити, що ви робите. Залишаєтеся в країні, виїжджаєте з країни, будуєте собі життя за кордоном, будуєте собі життя в регіонах, які ви самі будете вважати більш безпечними для життя, бізнесу, інвестицій тощо. Така пауза може бути. Але об'єктивних умов для того, щоб російсько-українська війна взагалі закінчилася, за вашого життя не буде. Не будет при вашей жизни. Так и вообще это плохо, если война закончится. Помните вот этого про священную войну? Сыротюка. Помните? Который говорит, что это же для нашего поколения, мы же лучшее поколение украинцев. Священная война. Мы воины. Все погане почнеться тоді, коли війна призупиниться. Поняли? Все плохое будет, когда приостановка войны будет. Перше. А як це Друге. буде виглядати, на вашу думку? Як в 17-му році, як в 18-му році, як А как в 17-м, как в 18-м... Подождите, так в 17-м и 18-м году война приостановилась? Ой, я что-то как-то не тот учебник истории курил, что этот мужчина с бородой. Чорні ради в часи козацькі. Росія буде використовувати, в українців є дві крайні риси. Максимальна синергія, коли ми об'єднуємося, як мурахи, і можемо завалити будь-якого слона. Значит, украинцы — это муравьи, которые могут свалить любого слона. А? Как вам метафора? Що ми показуємо всьому світі як приклад, коли чисельно менша країна, ресурсно менша країна, країна, яка менше готова отак безглуздо втрачати бійців, дуже вправно б'ється 4-й рік з однієї з найсильніших країн в світі. Але в нас ще наша є риса ентропія, самопожирання. І Росія теж знає нашу історію. Вона знає, що нас краще валити всередині. Я казав, Мазепа самі себе завоювали. Ми мусимо для себе зрозуміти. Війна з Росією не припиниться, поки існуватиме Російська імперія. Ми постійно перебуватимемо в стані війни. Вона може перебувати в різних формах – політичної, економічної, інформаційної. Але ця війна буде доки існує Росія. Якщо навіть будуть якесь перемир'я, то це передишка. І тому ми не можемо говорити про жоден мир з Росією, про жодну мирну угоду з Росією, поки не буде відновлено статусу кво. Тобто, поки Росія не звільнить, безумовно, всі окуповані території, визнані світом, станом на 24 серпня 1991 року. Вот так вот. То есть воевать будем до границ 91 года, до статуса кво, пока не развалится Россия. Потужно. Потужно. Только смотришь на него, и как-то веры немного. Так а что делать? Как быть? Запасаться ружьями. Ружьем нужно. В каждом доме купить ружье. Знаете почему? Ну, потому что дроны разлетаются.
Це моя думка. Ми розвиваємось, ми зможемо їх і більш інтенсивно душити засобами радіоелектронної боротьби, і виявляти засобами радіоелектронної розвідки, збивати за рахунок наших перехоплювачів. Але важливо вміти від них також захиститися, як мінімум від того, що вони несуть, від FPV-дронів камікадзе. Для цього Значит, смотрите, дроны мы будем бить, у нас все развивается, у нас мощная система РЭП, у нас мощные дроны-перехватчики, но надо уметь защититься от дронов-маток, которые несут FPV-дроны. Окей, это же этот Ахиллес, смотрите, студия у него, смотрите, как классно, вот этот ноутбук сидит, как говорится, просвещает. Я до сих пор не могу забыть, как он Ектора Хименеса Брава в дроноводи посвящал. і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPV-дронів камікадзе. А також Подожди, стойте. То есть новые технологии, рэбы. В смысле, ружьем сбивать дроны? Каждый должен уметь? також закликає цивільний сектор не зволікати і не думати про те, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові. В кого є можливість, оформіть рушницю і навчіться з неї ефективно і якісно стріляти. Тому що з розвитком технологій, так чи інакше, противник буде намагатися залітати далі. Я в шоке. То есть, каждый дом дома должен иметь ружье. Как это, помните мультфильм с Пятачок, Винни-Пух, вот это пиф-паф там, да? Стреляй по шарику, там, да, вот эти пчелы. У каждого должно быть ружье дома. У каждого гражданского, в гражданском секторе. Зачем? Дроны сбивать. А то они дальше будут залетать. Так подождите, мы же развиваемся, у нас же там радиоэлектроника, борьба. Не, ружье купи и отстреливайся. Ну, такая страна. Как там этот говорил? Сиротюк. Как муравьи можем завалить любого слона? Конечно, каждому дома по ружью и будем стрелять по дронам. А если не попадем, ничего страшного. Патронов еще надо закупить. Сегодня новость пришла. Это ж просто нонсенс. В Киеве водитель маршрутки бросил боевую гранату в другого водителя. Передает нацполиция. Между мужчинами рано утром произошел конфликт. Видимо, за очередь поссорились. И вот в результате взрыва F1 никто не пострадал, маршрутка повредилась. Подозреваемый оказался 59-летний мужчина, ранее судимый. А мне вот это вот интересно. А если в каждом доме будет ружье, чтобы сбивать дрон, а то ж технологии развиваются, а ружье и дрон это же самое оно, то как бы это прям путь к победе. До границ 91-го года. Все дружно, мощно, потужно. Ружье. Ну и о языке. Ружье в каждом доме обязательно нужно. Особенно в таком обществе, где одни хейтят других. Вот это вот видео с плывущей, ну, вот этой шаурмой, да, киоском шаурмы из-за потопа в Одессе. На завтра, кстати, в Одессе объявляют, что будет лютый дождь, поэтому Труханов отменил все занятия в школах, в детских садах. Все будут на дистанционке дома, чтобы никто нигде, как говорится, не шастал, потому что беда может повториться. Ну вот пишет девушка Анастасия. Это вам за вражеский язык и музыку, которую вы слушаете, вражескую, и за то, что не поддерживаете минуту молчания. Поняли, одесситы? Это вам библейская кара. И находятся вот такие люди. А у них еще и ружье теперь будет в каждом доме. Находятся. Вопрос только возникает, а почему в Одессе? Ну, почему? Это не только в Одессе. Это от этого безумного, ужасного, ну вот такого мышления у людей просто протест возникает. Не находите? Значит, подростки вечер врубили на телефоне гимн России. Представляете? Там девочки в шоке, что это такое, это что, зачем это? А просто это форма протеста, подростки, это яркий маркер этого. И в самом популярном этом паблике, Трухе, да,
задают подписчикам вопрос. Простите, а нужно ли наказывать этих детей, этих подростков? И там комментарии, там, надо и не надо, телефоны отобрать в кутузку, на общественные работы, пусть ракопы копают. Или кто говорит, не надо ничего, просто дурачатся. Ну, а им в прикол включить гимн России, потому что они знают, что это раздражитель. Они вас раздражают, упоротых. Только и всего. А все почему? Потому что причины своеобразные. Сегодня там многие, я вижу, в чате спрашивают, там, где Арестович, там туда-сюда. Ну, Арестович планируется на завтра в прямом эфире, поэтому все вопросы после интервью Ксении Собчак можете ему задать, конечно. Но точно таким же макаром, собственно, расходятся куски, да, с этого интервью уже. Кто не посмотрел, посмотрите, интересно. Одни говорят, это Арестович до переобувания, после переобувания. Ну, в общем, как всегда. Но ведь по сути, конфликтность вот этого языка, вот этой всей, она заключается вот в этом, о чем неоднократно в наших эфирах по понедельникам он говорил. Украина – это село, потому что украинская идея – это сельская идея, к сожалению. Городская культура вся русскоязычная. И за исключением, там, может быть, Львова там, и так далее. И поэтому, тогда вопрос, вот хорошо, сейчас вы подарили русскоязычную городскую культуру, где же ваши образцы украиноязычной городской культуры? Их нету, к сожалению. И была история, мне рассказывали, когда один из руководителей обл. Администрации приехал в Киев на совещание, пошел постричься, заснул, и мастер его постригла хорошо, удивительно хорошо. Вот он проснулся, сказал, возмутился, сказал, переделай. Она спросила, почему уже? Красивый мужчина, я красиво постригла, старалась. Сказал, я из аграрной области, я руковожу фермером. Они меня таким не примут. Мне нужно выглядеть, как они. Посмотри, какой костюм я ношу, посмотри, какую обувь я ношу. Да, посмотри, как я себя веду, обгрызенные ногти, да, давай перестригай. Она его специально изуродовала по его просьбе, чтобы он был своим. Вот так работает украинская политика. Вот. И за вот этот фрагмент конкретно, и там еще были моменты, опять начинается волна кэнселинга. История о том, как мастерски работает с любовью и ненавистью Арестович, это уже притча во языцах. Но вот этот фрагмент форсится в патриотических пабликах и говорят, вот смотрите, и поехали, антирейтинг, ненависть. Никто не хочет вслушиваться. Русский язык, культура, цивилизация – это чужие понятия. Украина – это село. Все. Ату его, ату. В общем, продолжение завтра. Я думаю, будем вспоминать об этом. Но кроме этого, целая плеяда рождается людей, которые как бы пытаются в противовес что-то предоставить. В общем, всех убеждает, там профессор, который с солдатами работает на фронте. Короче, основной же аргумент какой? Что русскоязычные военные, у них работа такая военная, но они же русскоязычные, они воюют. А нам говорят, нет, да как, не нет, а не так. А, говорит профессор, ра. Нет русскоязычных военных. Нет українського солдата русскоязичного. Якщо ви не військовий, ви не згадуєте про те, якою мовою говорять військові, бо я перепрошую, з усього мого досвіду роботи на всіх можливих полігонах, і з мобілізованими, і з людьми, які служать, ніхіра не говорять військові російською. Все. Это стереотип. По-русски украинский военный не говорит. Верите им? Я верю. Смотрите, как убедительно. Це стереотип? Це не стереотип, це вкид. Це вкид, причому вкид, який, я не здивуюся, якщо активно підігрівала Росія, тому що Росії, вона не те, що зацікавлена, вона давно цілеспрямовано це робить, їй потрібно створити образ принципово російськомовної групи, яка буде протиставлена всім іншим. Їй потрібно перевести цей дискурс у формат, де він несе розкол. І єдині, хто розколює суспільство, це люди, які розказують нам про міфічних військових, які нібито говорять російською. Значит, их нет, это миф, это российский нарратив. Ты военный вооруженных сил Украины, ты не можешь говорить по-русски. При цьому військовими не будучи взагалі. А говорят об этом, что есть русскоязычные военные, не военные. Значит, что? Это вранье. Логика. Уровень бог. Да, це інструмент розколу абсолютно. Инструмент раскола. Это так раскалывают армию. Це не міф, це не стереотип, тому що в нас немає... Подожди, ты что только говоришь, что это миф? Ну хорошо, не стереотип. Так миф или не миф? Я запутался. А ты? Профессор,
типового образу військового, який говорить російською. Нет образа украинского военного, который говорит по-русски. Значит, нет русскоязычного военного. Наш типовий образ військового говорить українською. Звідки взялось це уявлення? Ну, десь звідти само, звідки взялось уявлення про те, що в нас стан війни, а не воєнний стан. З того, що деяким людям простіше повірити в яку завгодно дичину, аби тільки не визнавати, що вони чогось не знають і в чомусь не мають рації. Поняли? Народ в конечном итоге виноват. Потому что люди готовы верить во всякую дичь. Русскоязычных военных не существует. Чем вам не аргумент? По-моему, потрясающий аргумент. Ну и в завершении, перед тем, как подвести итоги нашего сегодняшнего голосования, друзья, предлагаю пошуметь еще вот над двумя моментами. Значит, момент над диктаторами, в диктатурах. Значит, я очень хочу, чтобы, вот я прям свое пожелание выскажу, очень прям хочу, чтобы когда-нибудь мы обсуждали в шуме вот такие видео. Делайте так, чтобы было людям хорошо, а не так, как говорит Николай Геннадьевич, ну давайте на макроуровне. Значит, это Лукашенко с сегодняшнего дня, 6 октября, запрещает поднимать цены у себя в стране. Слушай, да похер твой макроуровень людям. 6 числа запрещается всякий рост цен. Запрещается. С сегодняшнего дня, не завтрашнего, а сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Потом скажут, слушайте, мы 6 подняли цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог, кто-то у себя по бухгалтерии, кто-то проведет задним числом чего-то. Вот так вот. То есть, понимаете как? Вот эта тема, вот это диктатор. Ты представляешь? Цены запретил повышать. Диктатор. Нет, сегодняшний, прямо сейчас, 6 число, все, никаких цен. Блумберг об этом пишет, весь мир об этом пишет. Представляете, какой этот самодур Лукашенко цены запретил повышать, чтобы за сутки не успели накрутить. Может, когда-нибудь об этом будем шуметь, а не о Педласой, а не о том, что нет русскоязычного военного, а не вот этих всех ужасах. Ну или на крайняк об этом. Ким Чен Ын, еще один диктатор, запретил операции по увеличению груди женщинам. Причина, потому что это антисоциалистический и враждебный идеалам, ну, в общем, подход к красоте. Все, нельзя. Вот это я понимаю. Один рост цен запретил, другой грудь вставлять. Вот это диктаторы. Нам с ними не по пути. У нас вечная война. Как-то так, друзья. Да, друзья, спасибо большое за то, что поддерживаете. Как всегда, традиционно благодарю всех тех, кто... Вот Анна стала спонсором канала, Оксана поддержала, Сандра Ян предлагает спонсорство в подарок, тоже такая есть функция на YouTube. Спасибо большое, что поддерживаете канал. Что заставит Путина остановиться? 2% контрнаступ 2%, 2% блэкаут в Москве, уничтожение всех НПЗ 3%, 92% уже ничего. Вот такие, собственно, у нас сегодня итоги. К вашим вопросам видел вопрос, он, собственно, да, вот повторился во время эфира. Не открывается у меня по поводу вчерашний вопрос по поводу там Карасева, по поводу где. Ну, мы с ним ведем переговоры. Понятно, что, смотрите, Карасев, еще ряд других экспертов назывался. Смотрите, Карасев под санкциями, точно так же. На территории Украины находится, он судится, он вступает в этот судебный процесс. Про себя, может быть, потом позже скажу, что к чему. Ну, в общем, это сложно пока. Да? Пока вот такая ситуация. Мы давайте пошлем ему лучи добра и поддержки и с пониманием отнесемся. Пока рано, отвечает мне Вадим Юрьевич, на возможности выйти в эфир. И давайте мы его поймем. Вот такой, собственно, да, ответ на ваш вопрос, тот, который был в прямом эфире. Непосредственно также
Давайте немножко пообщаемся с чатом, с вашими вопросами, а то я не успел вчера за 3 часа. Поддерживаю Ким Чен Ира. Тоже вы против того, чтобы женщинам грудь вставляли, да, получается? Ну как, вот так. Значит, санкции запрещают говорить? Нет, не запрещают говорить, они могут повлиять на... Смотрите, санкции на территории Украины, следующий шаг, уголовная статья и другого рода преследования, которые влияют на суде. Он судится, чтобы отменить эти санкции, это проблема. Он на территории Украины. Если бы он там выехал, но там сложности у него с выездом, потому что, ну, понятно, семья, ну, как бы это непростое решение. Поэтому, ну, вот ждем. Возможно, что-то поменяется. Говорить никто никому не запрещает. Это формальности. Ровно как и говорят там, смотрите, тоже, вот там вопросы, там, Максим Шевченко, там еще какие-то украинские эксперты, почему не ходят. Смотрите. По закону нет проблем давать интервью российским экспертам, иноагенту, украинским экспертам, человеку под санкции. Но некоторые люди не хотят рисковать. Некоторые понимают и уверены в себе, что, ну, подождите, никакого давления на них не окажут, потому что это незаконно. И у меня есть эксперты из Украины. Некоторые со скрипом. Ну, из России тоже. Это вот такая вот игра. Свой, чужой среди своих, свой среди чужих. Вот это все перемешалось, потому что там статус, там санкции, и вот такая вот история с экспертами. Поэтому давайте ко всем относиться с пониманием. У всех своя ситуация, и поэтому не надо тут клеймить. Тот плохой, тот хороший. Здесь я продолжаю стараться, как бы это ни было сложно в этих реалиях, давать разные точки зрения, и очень благодарен, что вы это цените и пишете периодически в комментариях, я имею в виду в формате интервью, да, там, с разными людьми, насколько это возможно, насколько это получается, пожалуйста. И вот спасибо большое, что цените. Да, но не надо вот этот эксперт, тот плохой, тот хороший, тот... У каждого есть свой набор аргументов, и каждого нужно понять, ну, попробовать. Времена сейчас очень дикие и тяжелые. Вы же видите, мы обсуждаем их каждый день в шуме. Так. Знакомые украинцы сказали, что им пришли уведомления, что при возвращении из Польши в Украину предстоит штраф 25 тысяч гривен за уклонение от службы. Такое уже было на практике. Нет, в шуме рассказывал я, что приходят люди, их, ну, опять-таки, доят ТЦКшники. По поводу штрафов нет. Ну, хотя, если это отложенный штраф, то почему бы и нет? Значит, какой набор аргументов у Шейтельмана? Ну, идеологический. Ну, я же показал вам. Трамп ударит по Москве, потому что это Трамп. Значит, было день... Так. Саша, я военный пенсионер. Моя супруга и мой сын военнослужащие на данный момент, участники боевых действий. Они, как и я, русскоязычные. Спасибо вам большое за это сообщение. Вот это важное сообщение. Это важное, потому что нам, ну, врут. Нас используют, нас разматывают, и нам встегивают и вбивают в голову всякую дичь. Да, я знаю, что есть русскоязычные военные разного возраста. Они вообще какие-то, простите, ну, это идиотизм. У нас война старых людей. Армия старая. Об этом это признают все. Они вводят эти контракты по миллиону, еще чего-то. Но эксперты все в шоке. Таких войн не бывает. Ну, имеется в виду по возрасту, да. Я не говорю там, что там 40-летний старый, там, дело не в эйджизме. Дело в реальности. Во всех войнах идет воевать молодняк. У нас все выкрутили, выкашивают поколение советское, постсоветское, уже взрослых вот этих лысых дедов пихают в бусы, и что они по-русски не говорят там, да? Ну, это какая-то ересь. Так. Добрый вечер, Александр. Когда немцы давали тигры, украинки ходили в тигровом. Если дадут томагавки, они будут на ирокез на голове, в руках сокиру. Как можно было назвать ребенка Байрактар? Спасибо за ответ. Если, Жанет, если того потребует мода и пропаганда, будут надевать ирокезы, будут все, томагавку, ура, эти индейские костюмы или индейские нотки обязательно. Потому что это все инфодемия. Нужно заразить как можно больше людей какой-нибудь бредовой идеей.
С западом Украины Боцман пишет, больше разворот только на войну или есть шанс на мир? А с западом у Украины на украинских условиях или компромиссных условиях. Все зависит от того, насколько все далеко зайдет. И, ну, мне кажется, Запад не готов платить и оплачивать все это. Вы же видите, это тоже разводняк Зеленского, он разводит. А давайте вы заплатите нашим военным. Ну, там мы сделаем через займ, вот как-то так вот по-хитрому. Не-не-не, ребята, это вступление в войну. Это очередное окно Авертона, это очередная линия, вот эта коричнево-красная, которая отодвигается. Саня не русскоязычная, а русские. От того, что у них паспорт Украины, не значит, что этнические украинцы. Смотрите, русскоязычные — это те, кто говорит на русском. Русские — это те, кто по национальности. Есть русские, есть украинцы. Не, понимаете, тут тоже есть термин вообще русскоговорящие, относится ко всем людям, которые понимают, знают русский язык. Да? Это международный термин, это там все казахи, вот эти все народы, там армяне, азербайджанцы. Мне вот интересно, как русскоговорящие, да, Алиев и Зеленский встречались в кулуарах Копенгагена и беседовали на камеры на английском. Фу ты, слушайте. То есть бизнес они делают по-русски с азербайджанцами, вот эти 5-6 менеджеров, но с Алиевым Зеленский на английском принципиально. Это же хохма, понимаете. Так, Саша, ты не прав, гроши Е. Гроши Е, но их не дают. Или дают, но не туда. Ну, посмотрим. Посмотрим. Мне кажется, немножко прикинут финансово эту всю историю и, в общем, спрыгнут. Тут, понимаете, мы заходим в тот этап войны инфраструктурной, когда пипеточная помощь уже не поможет. Ну, когда у тебя унесло ТЭЦ, например, или там, я не знаю, объект какой-нибудь, завод. Все, нет завода. То есть, если дрон попадает на НПЗ, шанс, что будет такое задымление, возгорание, он не очень большой. Он есть, бывают точные попадания, и там выгорает резервуар. Обычно этих резервуаров несколько. Или защищают, или как-то диверсифицируют. Если там уничтожается полностью предприятие со всей линейкой, оно полностью уничтожается. Потому что туда условно прилетает один дрон, ну или парочка, несколько. Россия бьет по предприятию 5, 6, 15 гераний в одну точку. Там ничего не остается, если эта там цель верна. Понимаете, целеуказание. Поэтому тут вот, там полностью выжигается, там вот по частям. Но и это тоже все понимают и осознают. Так. Так, вы надеетесь на окончание горячей фазы в 2025 году? Пока да. В ноябре посмотрим по событиям. Все. Мне кажется, что это все неспроста, это вся взвинчивание. Смотрите, сейчас вообще все будут праздновать газу и Нобелевскую премию Трампу. Нобелевская премия Трампу – это плевок в эту войну, в ее бессмысленность и идиотичность, бессмысленность целей. Вот если Трамп получит Нобелевскую премию без решения вопросов войны в Украине, то все, сливайте воду. Это никому не надо, это тупо бизнес, это тупо вот это вот все махинации. Все, я уверен, прозреют от этого. Нет, конечно, могут сказать, что эту войну закончит в Украине Трамп в следующем году и получит вторую Нобелевскую премию. Ну это чёс. Сейчас вот они с газой порешают, под шумок вручат Трампу. То есть Украина на задворках. Неинтересно. А туда, куда не интересно, такие миллиарды и потоки денег, которые хочет Зеленский, не вкладывают. Ну, по крайней мере, мне так видится. Саша, вам не кажется, что Украина единственное, что держит ЕС вместе? Нет. Нет. Это нарратив Зеленского. Нет. Единственное, что держит ЕС вместе, это сытость и ценности. Ценности попраны самим же ЕС. Это важно. С сытостью большие проблемы, потому что подорвана труба и энергоносители из России. ЕС разваливают. Глобально это план уничтожения ЕС. Украина не держит, она инструмент, в том числе и развала ЕС. Обезжиривание развала. Вы имеете в виду идеологически, что тогда там не совсем точно, не Украина, Россия тогда, как российская угроза. Сейчас лепят этот миф. Насколько он будет рабочий, я думаю, что не будет шибко рабочий.
Олександр, ваша думка, після припинення війни військовий стан відмінять і мобілізацію чи буде далі не відмінять? Путін сказав, що в Україні не має бути мобілізації військового стану. Сандер, спасибо вам большое, что вы это помните. Потому что у нас многие аналитики не помнят. Отмените мобилизацию, перестаньте ловить. Это как условия там, перемирия, условия там, договоренности, выхода на какой-то дипломатический трек. Понимаете? Не перемирие воздушное условие, а отмена ТЦК и бусификации. И об этом говорил Путин. А вы помните, вы молодец. А многие уже и забыли. Видите, чехарда же какая идет. Это я вас похвалил. По поводу военного положения. Смотрите, все будет зависеть от того, будет ли Зеленский. Если будет смена Зеленского, все отменит. Ну вот все отменит. По крайней мере, методы вот так точно. И все остальное тоже. Да, спасибо большое за эфир. Спасибо огромное. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали сегодня на шуме. Такой, да, шум. Я желаю всем доброй ночи, хорошего начала трудовой недели. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Хорошо пошумели.